Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Добрый день. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Уже третий год в подготовке нашей программы и в обработке обращений принимают участие добровольцы Общероссийского народного фронта. Но в этом году к ним также присоединились и ветераны специальной военной операции. Все 10 дней с момента открытия телефонной линии они также принимали телефонные звонки. Но сегодня работа ОНФ не заканчивается. Более того, можно сказать, что она только начинается, потому что сразу после эфира волонтеры Народного фронта продолжат работу над этими обращениями, чтобы ни одно из них не осталось без внимания. Ну и отмечу, что в ходе подготовки к программе «Итоги года» уже часть обращений были обработаны и часть вопросов решены совместно волонтерами Народного фронта с региональными и федеральными властями. Есть и еще одно отличие этого года. Нам в работе с этими обращениями и вопросами помогал искусственный интеллект от Сбера, Гигачат. И я знаю, что вы, Владимир Владимирович, с ним уже тоже успели познакомиться. Точно. Да, Гигачат сделал вывод. Эта технология позволяет не только расшифровывать аудиосообщения в текст, но и выделять смысл и суть проблемы. Поэтому обработка обращений в этом году значительно ускорилась. И вот эти выводы Гигачата вы сможете в течение всей программы видеть на экране. Это главные темы обращений граждан как по стране, так и в каждом регионе. И, конечно, к этому виртуальному помощнику мы будем обращаться в течение всей программы. Но прежде чем мы начнем задавать вопросы, которые есть у граждан и, конечно, у наших коллег-журналистов, хочется первый такой, наверное, общий вопрос со своей стороны задать. Сейчас такое ощущение, что мир либо уже сошел с ума, либо сходит. Потому что конфликтный потенциал во всех точках мира фактически, он сейчас зашкаливает. Мировая экономика тоже находится в сложной ситуации. Как России удается не только удержаться на плаву, но и продолжать свой рост? Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все измеряется экономикой. Давайте вот мы традиционно с экономики начинаем, несмотря на ваш такой несколько провокационный вопрос, зайдем вот на экономику. Все на экономике. Это основа основ. На этом и жизненный уровень граждан, на этом стабильность, на этом обороноспособность, все на экономике. С экономикой в целом в России у нас ситуация обстоит нормально, устойчиво, мы развиваемся, несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас. В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6%. В этом году будет 3,9, а может быть и 4 даже. Надо будет посмотреть, потому что подсчет результатов в конце года, он досчитывается практически в первом квартале следующего, 2025 в данном случае года. И может быть будет и 4. Это означает, что за 2 года у нас рост экономики составил около 8%, потому что, как вот эксперты говорят, я сегодня с утра еще мнениями обменивался, где-то десятые, сотые процента, там это такая виртуальная вещь. Ну, то есть около 8 за 2 года. Вот в Штатах 5-6, в еврозоне 1%. А в ведущей экономике еврозоны в Германии 0. И, судя по всему, и на следующий год будет 0. Международные институты финансово-экономические поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики, по паритету покупательной способности, и на 4-е место в мире. Впереди Китай, Соединенные Штаты, Индия. Мы обогнали
еще в прошлом году ФРГ, и в этом году обогнали Японию. Но это понимаете, это не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться. Нет, конечно. Все развивается, все активно движется вперед. Если еврозона заснула, то есть другие центры мирового развития, они тоже двигаются вперед. Да и в еврозоне, и в Штатах ситуация тоже меняется. Поэтому мы должны набранный темп сохранить, менять качество нашей экономики. Но есть и другие показатели, которые в целом являются, мягко говоря, удовлетворительными. Ну, во-первых, один из таких серьезных показателей для всех стран мира, для всех экономик, это уровень безработицы. Она у нас находится на рекордно низком уровне, 2,3%. Такого никогда вообще не было. Это первое. Второе, это рост отдельных отраслей производства, это промышленности. У нас рост промышленности составил 4,4%, а перерабатывающая промышленность 8,1%, причем в разделе по отраслям там по некоторым еще больше. И да, конечно, таким тревожным сигналом является инфляция. Я вот вчера только, когда готовился к сегодняшнему мероприятию, разговаривал с председателем Центрального банка. Эльвира мне сказала, что где-то уже 9,3, 9,2, 9,3. Но заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. Я хочу это подчеркнуть. Именно в реальном, за минусом инфляции. И располагаемые доходы населения тоже подросли. Вот, так что в целом это ситуация стабильная, повторяю, и надежная. Здесь есть некоторые проблемы, повторяю, с этой инфляцией. Такой разогрев экономики. И у нас и правительство, и Центральный банк ставят уже задачу, несколько так, приземлить вот эти темпы. И на следующий год, я думаю, они по разным оценкам должны у нас быть там где-то 2,5%. Такая мягкая посадка для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели. Это то, к чему мы должны стремиться. И мы еще поговорим, наверное, об этом в ходе нашей сегодняшней. В целом ситуация стабильная и надежная. Один уточняющий вопрос, потому что действительно очень много вопросов связано с ростом цен, и к ним мы еще вернемся. Вы сейчас привели Германию и Японию. Вот на Германии хочу остановиться, что там 0%. Вы привели как раз как один из вариантов того, где раньше был экономический рост. Как вы считаете, связано ли это с, наверное, политикой и с суверенитетом? Потому что вы не так давно, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет», вспоминали, как на дне рождения Герхарда Шрёдера все песни были на английском, на немецком не было. Были. Значит, вот любопытный такой эпизод. Это было уже давно. У Герхарда был день рождения, он пригласил, я приехал. И действительно, все, небольшой концертик был такой, и все коллективы исполняли песни на английском языке. Я, по-моему, и тогда сказал, даже хор девочек Ганновера пел на английском. Но был один коллектив, который пел на немецком. Это кубанский казачий хор, который я привез с собой. Более того, потом для меня была полная неожиданность, я у них спросил, откуда вы это знаете? Они мне сказали, из уважения к немцам, из уважения к нашим хозяевам, к принимающей стороне, мы выучили по дороге. И пели на на немецком языке, в том числе и песни вот этого региона, где мы находились. Потом многие ко мне подходили в перерыве, и вот я говорю то, что было, на самом деле, подходили и говорили, нам стыдно, честное слово, нам стыдно, что только казаки русские пели на немецком. И я вот сказал коллеге, который был на этом мероприятии, о котором мы сейчас вспомнили, вы знаете, вот суверенитет очень важная вещь. Он должен быть внутри, в сердце. Я думаю, что за послевоенные годы у немецкого народа вытравили это чувство такой своей родины и суверенитета. Ведь кто такие европейцы? Они все гордятся, что они европейцы. Но они, прежде всего, французы, немцы, итальянцы, испанцы, а потом уже европейцы. Ну, какая-то... Они все стараются, знаете, так сгладить, что-то там
зашлифовать. И в конце концов это отражается на всем, в том числе и на экономике. Вот я говорил о росте нашей экономики. Это в значительной степени это результат укрепления суверенитета, в том числе значит, проецируемого и на экономику. Вот с нашего рынка ушли многие производители. Это к чему привело? Наши предприниматели начали сами производить эти товары. Это вызвало к жизни необходимость подключить какие-то исследования дополнительные, проводить, институты подключить, в том числе институты развития. И вот все это, и мы об этом говорим, это все укрепление технологического суверенитета. Суверенитет, он разный. И оборонный, и технологический, и научный, образовательный, культурный. Вот это очень важно. Для нашей страны это важно особенно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность. В этом самое главное дело. И вот укрепление суверенитета – это тоже результат роста экономики. Владимир Владимирович, я предлагаю перейти к вопросам от наших граждан. Пожалуйста. Вот вы говорите о росте экономики. Действительно, если взглянуть на экономические показатели, они выглядят неплохо. Большинство российских предприятий загружены сейчас, и зарплаты реально растут. Но они не успевают за ростом цен. Об этом нам писали многие россияне. И вот наш искусственный интеллект проанализировал все эти обращения и вот составил рейтинг регионов, где жители чаще задавали вопросы о росте цен. Это как восточные регионы, например, Камчатский край, Сахалинская область, также и самый западный регион страны, Калининградская область. Также с ростом цен было связано большинство обращений жителей Иркутской области, то есть тема актуальна. Ну и, безусловно, актуально. Сейчас приведу еще несколько цифр, которые приводятся в том числе сейчас и нашим гигачатом, с которым мы работаем. Самые популярные обращения связаны с подорожанием хлеба, рыбы, молока, яиц, масла. Кроме того, говорят еще и про рост цен на топливо. Вот это вот только папочка из того, что мы отобрали, обращения граждан, которые были на эту тему. И если посмотреть даже официальную статистику Росстата, вчера вечером пришла, то мы видим, что цены на плодоовощную продукцию за последнюю неделю выросли на 3,4%. В том числе, например, огурцы подорожали на 10%, при подорожании в ноябре на 43%. Я, во-первых, прошу прощения у аудитории, и особенно у тех, кто нас слушает сегодня, видит, следит за нашей работой по различным средствам массовой информации в интернете. Когда я сказал, что рост цен, инфляция где-то 9% с небольшим, 9,2, 9,3, а есть и рост заработных плат, и располагаемых реальных доходов населения, это усредненные цифры. И, конечно, страна огромная, и где-то кто-то меня послушает и скажет, ну что ты несешь, какое повышение благосостояния? У меня как было, так и есть. А кто-то скажет, у меня меньше стало. Такое, конечно, бывает, такое есть. Я говорю об усредненных цифрах, потому что когда мы что-то планируем, мы должны оперировать чем-то, на что-то опираться. И мы не можем опираться ни на что другое, кроме как на усредненные показатели. Но по поводу роста цен, здесь существуют вещи объективного характера и субъективного. Объективные в чем заключаются? И самое главное, предложение на рынке должно соответствовать доходам населения. Или доходы населения, покупательная способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров. У нас доходы и заработная плата росли более быстрыми темпами, чем вот нарастание этой товарной массы и выпуск продукции. Объясню. Ну, скажем, у нас постоянно растет производство продуктов питания. Я еще об этом скажу, наверняка будут какие-то вопросы по сельскому хозяйству, но сейчас, забегая вперед, скажу, плюс 3% ежегодно. По мясу мы полностью себя обеспечиваем, 100%. Но смотрите, к чему это? Это хороший показатель, но это с чем связано? Значит, у нас потребление мяса в год примерно 80 килограмм на человека, да? А в мире 42. Ну, примерно усредненный показатель. Вроде бы хватает, но все равно потребление мяса у нас выросло в 2 раза.
за последнее время. Понимаете? В 2 раза. По молоку. У нас каждый год увеличивается производство молока. Но увеличивается и потребление молока. Не хватает его для того, чтобы производить масло. Значит, рост цен на масло, я знаю, там 33-34%. В некоторых регионах вот примерно так, может, где-то и больше. Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление. Это первое. Вторая объективная причина. Да, и здесь, конечно, нужно просто работать в отраслевом смысле. Я сейчас еще скажу об этом. Вторая объективная причина – это урожай. Да, третья объективная причина – рост мировых цен на некоторые продукты. Ну, и, конечно, в известной степени сказываются те ограничения внешние, там, санкции и так далее. Они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются, потому что удорожают логистику там, и так далее. Но есть и субъективные, есть и недоработки наши. Ну, например, некоторые эксперты полагают, что Центральный банк мог бы эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, ЦБ начал это делать где-то летом, но, повторяю, вот эти эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше. Их много, я сейчас не буду их перечислять, да, это и аудиторию нашу нет необходимости утомлять этими соображениями по поводу различных способов регулирования Центральным банком. Правительство, оно у нас работает эффективно, вполне удовлетворительно и очень много делает, когда думает о будущем. О будущем нужно думать всегда. У нас даже в самые тяжелые времена Великой Отечественной войны, мы знаем эти примеры, думали о будущем. И делая, как выяснилось, правильно, и правительство наше думает о будущем, формулирует задачи, национальные цели развития, национальные проекты. Прекрасно. Но неплохо было бы поработать своевременно и в отраслевом плане, в отраслевом разрезе. Думать о развитии отраслей, отдельных отраслей производства, товаров широкого спроса. Ну, сейчас не буду всего повторять, может быть, еще будут вопросы по отдельным отраслям. И нужно было бы принимать вот эти своевременные решения. Но это вещь неприятная и плохая, на самом деле, рост цен. Но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, мы с этим тоже справимся. Потому что макроэкономика лежит в основе здоровья экономики в целом. Владимир Владимирович, у нас сегодня совмещенный формат, прямая линия и пресс-конференция. Я сейчас предлагаю задать вопрос нашим коллегам-журналистам. А мы чувствуем, как зал жаждет. Да, зал действительно жаждет. Давайте я предлагаю... Честь Дмитрий Сергеевич. Ну, вы знаете, если мы будем вот так вот делать, то, к сожалению, мы проявим неуважение ко всем остальным. Нет, но тем не менее, давайте мы больше так не будем делать. Но начнем. Как вас зовут? Алина Хасаева, информационный портал «15-й регион, Северная Осетия». Пожалуйста, Алина, прошу вас. В сегодняшних реалиях вопрос кадрового военного потенциала становится очень важным. На Северном Кавказе было много учебных заведений, которые готовили военных специалистов, в частности в Северной Осетии. Это Северо-Кавказский военный институт внутренних войск. Вуз без преувеличения легендарный. 7 его выпускников Герои Советского Союза, 14 Герои России. По сей день его выпускники продолжают выполнять успешно боевые задачи нашего государства. Среди выпускников экс-министр МВД Анатолий Куликов. Из последних выпускников Сергей Хайрудинов стал Героем России во время участия в спецоперации. Есть ли возможность возродить это учебное заведение, которое сегодня так необходимо не только Северному Кавказу, но и всей России? Спасибо. Алина, спасибо вам за этот вопрос. Потому что это хорошее открытие, не сердитесь на Алину. И вот почему. Во-первых, Северная Осетия всегда была форпостом России на этом направлении, на Кавказе. И во все времена оправдывала это свое высокое предназначение. Мы знаем, как жители республики относятся и к своей малой родине, и к нашей большой общей родине, к России. Всегда стояли на ее защите и исполняли эту функцию очень достойно, блестяще. Вы сказали о сокращении училищ.
связано это не с тем, что в Осетии именно решили закрыть. Связано с тем, что сеть училищ вообще военных, как посчитали военные специалисты, военные ведомства, она была переразмеренной. И не нужно было столько специалистов, столько военных для такой армии, как армия России была. Сейчас мы увеличиваем армию и силовые подразделения в силу целого ряда обстоятельств до 1,5 миллиона человек. Я не могу сейчас прямо сказать, да, мы сделаем завтра, но я вам обещаю, что мы это точно проработаем. Спасибо. Продолжаем с залом работать. Давайте мы все-таки вернемся к самому центру. Давайте и Тартас, пожалуйста. Дайте микрофон в середину, Соля. Спасибо. Михаил Петров, главный редактор ТАСС. Владимир Ильич, я хочу, прежде чем задать вопрос, поблагодарить вас. ТАСС в этом году отмечает 120-летие. Мы старейшее информационное агентство страны. В этом году, в августе, вы подписали указ о награждении коллектива ТАСС орденом за доблестный труд. И вот от всей большой команды тассовцев, по их поручению, я хочу передать вам большое спасибо. Это высокая оценка нашей работы. Спасибо. Что касается вопросов, то, я думаю, этот вопрос волнует сегодня всех. Наверное, кстати говоря, вот когда тассовцы во время Великой Отечественной войны передавали сводки с фронта, наверное, было так же. И сегодня, когда наши ребята работают в зоне специальной военной операции, их это волнует. Как вы оцениваете ход специальной военной операции, которая продолжается уже без малого 3 года, и стала ли ближе победа? Значит, безусловно, я рассчитывал на вопросы подобного рода. Их много и в том объеме, которые поступали за предыдущие дни. И больше того, я и вам тоже благодарен за это, потому что это дает нам возможность показать, что происходит и что делают наши ребята на линии боевого соприкосновения. Вы знаете, мне бойцы, с которыми я общаюсь регулярно, передают всякие сувениры свои, передают шевроны, передают там оружие какое-то и так далее. И вот совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени. Я бы просил, кто у нас здесь, кого можно попросить проассистировать? Может, вы подходите ко мне? Да? Ну, пожалуйста, вы подходите. Да. И кто-нибудь с этой стороны. Да. Значит, у меня к вам большая просьба. Встаньте, пожалуйста, здесь, а вы здесь. И вот это вот знамя разверните, пожалуйста, с обеих сторон. Другой стороной только. Другой стороной, да. Морпехи Тихоокеанского флота. Да. Вот я специально взял его с собой. Значит, во-первых, хотел ребят поблагодарить за этот подарок. Первое. Второе. Будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину на всей линии боевого соприкосновения. Должен сказать, что ситуация меняется кардинально. Вы это хорошо знаете, я это просто хочу подтвердить. Движение идет по всей линии фронта, каждый день. И, как я уже говорил, речь идет не о продвижении не на 100, там 200, 300 метров. Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть, каждый день. Почему это происходит? Ну, во-первых, за предыдущий год, так это в принципе такая классика развития боевых действий. Сначала противник лезет, ему наносят серьезные поражения в технике, в боеприпасах, в личном составе, а потом начинают сами движения вперед. Именно так у нас и происходит.
боевые действия сложные вещи, поэтому загадывать вперед трудно и ни к чему. Но происходит именно так. И мы движемся, как вы сказали, к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции. Что касается ребят, то они действуют, постоянно об этом говорю. И буду повторять, потому что для этого есть все основания. Действуют героически. Возможности вооруженных сил возрастают. И вот сейчас 155-я бригада воюет в Курской области, выдавливает, выбивает противника с нашей территории. Ну, конечно, они там не одни. Там воюет еще 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотострелки, мотопехота Северного военного округа, Северной группировки. Все воюют просто в прямом смысле слова, героически. И вот в данный момент они ведут бой. Пожелаем им всем, и тем, кто воюет в Курской области, и тем, кто воюет на всей линии фронта, удачи, победы и возвращения домой. Спасибо. Владимир Владимирович, я вот только что вернулся из Курской области. И те части и соединения, о которых вы говорили, которые выполняют сейчас священный долг, освобождают нашу землю. Мы с ними работали несколько недель на передовых позициях, снимали репортажи. 155-я бригада, в частности, освободила несколько населенных пунктов. Об этом мы тоже говорили. И вот мы в репортажах показываем, что когда противника выбили из населенного пункта, он как бы в отместку начинает бить по этим улицам дронами, артиллерией. И вот мы приезжали в только что освобожденные Барки, Снагось, Любимовку. И это видно на кадрах, дома целые, а потом в них прилетают украинские снаряды. То есть жителям приграничья сейчас просто некуда возвращаться. Они пытаются как-то построить жизнь заново. Я вот предлагаю сейчас связаться по телефону с Татьяной Николаевной Зиборовой. Она сейчас вынуждена жить в пункте временного размещения в Курской области. Татьяна Николаевна, вы нас слышите? Да, слышу. Задавайте ваш вопрос президенту. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Я жительница Курской области, Большесолдатского района. Вот у меня к вам такой вопрос от всех жителей Курской области. Когда вообще освободят нашу Курскую область, когда отгонят ВСУ настолько далеко, чтобы они даже не смели к нам показать нос, и чтобы даже не могли посмотреть в нашу сторону. Когда мы сможем вернуться в свои дома, или же вот где-то что-то, чтобы было у нас жилье свое. И еще одно. Будут ли восстанавливать малые села, которые были разбиты? Будет ли там восстановлена инфраструктура? И именно от жителей Большесолдатского района у нас такой вопрос. Будут ли включены жители Большесолдатского в список на получение жилищных сертификатов? Потому что сейчас нам их не выдают, так как к нам не заходил ВСУ, и мы не числимся в списках для получения сертификатов. Татьяна Николаевна, сомнений нет. Я сейчас не могу, не хочу просто называть вот конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют. Вот прямо сейчас идет бой. И такие бои серьезные. Я уже говорил об этом. Непонятно зачем. Военного смысла нет никакого. Не было никакого. Не заходить вооруженным силам Украины в Курскую область, не держаться сейчас там так, как они делают, бросают туда на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения. Но, тем не менее, это происходит. Мы точно совершенно их выбьем. Абсолютно точно. По-другому быть не может. Но вопрос о конкретной дате, извините, я сейчас просто не могу этого... Я представляю, я знаю, есть же планы. Планы есть, они мне докладываются на регулярной основе. Но просто вот сказать, вот к такому числу, ну так не делается, потому что и ребята же меня слышат. День, два, вот я назову такую дату, и они
пойдут там, чтобы во что бы то ни стало вот к этой дате. Не будут с потерями считаться. Мы не можем так поступать. День-два в данном случае уже не имеет большого значения. Но точно выбьют, и б, после этого можно будет оценить ущерб. Но что самое главное, это вот в, третье, все будет восстановлено. Даже не может быть никаких сомнений. Будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения, школы, детские сады. Будем восстанавливать клубы, жилье, конечно. И будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья. Тот, кто хочет переехать, будем помогать переезжать в другие регионы. Уже сейчас выделено на эти цели, если мне память не изменяет, где-то 108 миллиардов рублей. Первые деньги, я знаю, уже получены. Работать администрация будет все праздники, будет работать, встречаться с людьми и решать вопросы, в том числе и по сертификатам. Я понимаю, что в этом ничего хорошего нет, в том, что происходит с вами. Люди несут тяжелые утраты, потери и неудобства такие бытовые, особенно связанные с детьми. Но мы обязательно все сделаем. Не сомневайтесь, Татьяна Николаевна, все восстановим. И все, кто нуждаются в восстановлении жилья, все будут удовлетворены в этом смысле, все получат, все, что причитается. И очень рассчитываю на то, что и новый руководитель региона, который назначен в Курскую область, он, в принципе, человек опытный, умеющий работать напрямую с людьми, я поэтому туда его назначал. Он длительное время работает в Государственной Думе, с избирателями со своими напрямую работает, умеет это делать. Вот надеюсь, что вот так и будет. Индивидуальная работа с каждым будет налажена. Владимир Владимирович, у наших бойцов, которые прямо сейчас освобождают Курскую область, нет статуса участника СВО. Что? Нет статуса участника СВО, потому что Почему? Они участники контртеррористической операции. И это сказывается в том числе и на выплатах, которые они получают. И вот к нам написали несколько обращений, это в основном жены военнослужащих. Мой муж служит в штурмовой роте, находится в Курской области, выполняет боевые задания. В октябре и ноябре получил денежное довольствие 42 тысячи рублей. Хоть он на боевых позициях. Многие бойцы уже по 3-4 месяца не получают боевые и суточные выплаты. Аргументируют тем, что они находятся в зоне КТО, а не СВО. И вот еще одно обращение. В Курской области платят денежное довольствие в размере 25 тысяч рублей ежемесячно, а не 210 тысяч рублей, как обещают в контрактах Министерства обороны. Можно ли исправить эту ситуацию? Можно и нужно. Это наше упущение. Но и для меня это неожиданная информация. Я понимаю, о чем идет речь. Те бойцы наши, военнослужащие, которые воевали на других участках фронта, они являются участниками боевых действий. И если их переместили в Курскую область, они все получают, должны получать, я проверю. Наверное, есть категория, которая раньше не принимала вообще никакого участия, не воевала на линии боевого соприкосновения, сразу попали в Курскую область и не попали в категорию, в разряд участников специальной военной операции. Честно говоря, мне это в голову не приходило. Я прошу прощения, но это все будет исправлено. Жалко, что и военное ведомство не обратило на это внимание. Все-таки это прежде всего их обязанность. Все поправим, все получат все, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Владимир Владимирович, вы уже... Пересчитаем и задним числом. Спасибо большое. Обязательно, сомнений нет. Я знаю лично бойцов, которые сейчас очень ждут такого ответа. Вот хочу, чтобы ребята меня услышали. Ребята, не беспокойтесь. И семьи ваши, пускай не беспокоятся. Все будет пересчитано, и все положенные выплаты, и боевые, все, что положено, все будет исполнено. Владимир Владимирович, вы уже сегодня говорили, что ВСУ отправляет просто на убой свои спецподразделения в Курскую область. Действительно, потери там колоссальные, это буквально бросается в глаза. Вот такое количество брошенных тел противника,
честно говоря, никогда не видел. Действительно, ими завалены все лесопосадки. А сколько натовской техники наши бойцы там наколотили, и Абрамсы, и Брэдли, и Леопарды. Знаете, как говорят, сейчас Курская область, на этой Курской земле находится самое большое в мире кладбище натовской техники. Может быть. Да, но единственный такой момент... Сейчас количество бронетехники, подбитой в Курской области, уже, по-моему, переросло на количество техники, уничтоженной нашими ребятами за весь прошлый год, на всей линии боевого соприкосновения. Ну, примерно сопоставимые цифры. Ну вот разрешите спросить, замолвить словечко за бойцов, вот за тех самых, которые подбили эту технику, а получат ли они обещанное вознаграждение? За подбитую технику? Да. Ну, должны, конечно. А что, есть проблемы с этим? Тяжеловато идет, честно говоря. Ну, странно. Я знаю, что и министр обороны слушает сейчас нашу беседу. Это все будет сделано. Даже сомнений быть в этом не должно ни у кого. Все будет сделано. Спасибо. Спасибо. Может быть, мы уже в зал перейдем? Да. Да, все-таки зал тоже. Давайте мы... Ну, военная, поскольку тематика. Давайте телеканал «Звезда», пожалуйста. Добрый день, телеканал «Звезда», Коковешников Константин. Не могу не спросить про заявления, которые мы слышали от вас последние несколько недель, говоря о растиражированных на весь мир кадрах первых боевых испытаний новейшей ракеты «Орешник». Складывается впечатление, что у нее действительно нет недостатков, но вот на Западе, например, продолжают называть «Орешник» модификацией старого советского оружия и говорят о том, что эту ракету может сбить ПВО даже на стадии пуска. Вот как бы вы это могли прокомментировать? Есть ли у нее недостатки? И если позволите уточняющий вопрос, какой все-таки смысл вкладывали создатели «Орешника» в его название? Потому что на этот счет существуют разные варианты. Первое по поводу того, насколько это старое, либо новое оружие, современное. Это современное, очень новое оружие. Все, что делается в любой сфере деятельности, опирается на какие-то прежние разработки, на прежние достижения, а потом люди делают шаг вперед. Вот это все то же самое по «Орешнику». Да, были разработки, да, причем, кстати говоря, разработки уже российского периода времени. Вот. На этой базе ученые, конструкторы, инженеры думали, что сделать еще, согласовывали свою позицию с Министерством обороны, с заказчиком. В конце концов, вот это до меня дошло тоже. И я тоже принял участие в окончательном решении по поводу того, производить его, не производить, в каком объеме, когда, как. Вот. И он был сделан. Это новое оружие. Повторяю еще раз, это оружие средней и меньшей дальности. Вы сказали о том, что некоторые эксперты на Западе полагают, что это такая ракета легко сбивается, уничтожается, особенно на начальной траектории полета. Ну, что можно сказать таким экспертам? Существует несколько видов систем ПВО, как вы знаете, вы же из «Звезды», да? Поэтому это «Патриоты», да? Это более современные системы ТХААД. Не знаю, есть ли они на Украине или нет. По-моему, нет. Если американцы решат поставить, пусть поставят. Пускай ТХААД поставят. Это более современные, ну, где-то схожие с нашим С-400. Если Патриот где-то можно соотносить с С-300 российской системой, то ТХААД это где-то С-400. Характеристики несколько послабее, но оно в целом С-400. Вот пускай поставят, мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам, может, и подсказали, какие-то там есть современные, ценные для нас тоже решения. Когда я говорю наших ребят, говорю без иронии, нам есть с кем разговаривать на Украине. И там много наших ребят, которые тоже вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима. Но есть и другие средства поражения. Это системы
ПРО, противоракетной обороны, о которой много-много говорили, много дискутировали. И у нас мы упрашивали когда-то американцев не разворачивать эту систему, чтобы нам не нужно было создавать систему преодоления. В конце концов, мы это сделали. Помните, «Авангард» появился у нас, планирующий блок, который не летит по вот такой вот траектории, а стелется по земле, не выходит там в космос, не баллистическая ракета и так далее. Мы много чего сделали для преодоления ПРО. И в целом, с точки зрения интересов американских налогоплательщиков, вся эта история – затратная вещь, дающая мало чего для обеспечения безопасности их страны. Но эта система, тем не менее, создана в значительном объеме. Создано 2 позиционных района, один в Румынии, один в Польше. И там на боевом дежурстве уже стоит по 24 противоракеты. Я уже не помню. По-моему, называются они «Стандарт-3». В Румынии это по-моему, модификация 1Б. Дальность поражения 300 километров. Высота поражения от 80 до 250 километров. В Польше там более грозное оружие, поновее. Там дальность перехвата уже 1000 километров, а высота 500 километров. Но «Орешник»-то у нас это оружие средней дальности. А оружие средней дальности это 1000, 1500, 3 и больше, до 5500. Дальность вот какая. Теперь представим себе, что наша система стоит на удалении там 2000 километров. Ну, просто даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут. Да, на первом участке, на разгонном участке, говорят, уязвимость большая. Ну, во-первых, туда ничего не долетит, даже если эти позиционные районы не защищены, а они, конечно, защищаются. Ничего не долетает. Нет таких систем, которые туда долетают. Первое. А второе, все-таки, чтобы долететь на такое расстояние, нужно время. А у нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все, поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты. Ну, а если вот те эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают, пусть они предложат нам, и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар «Орешником» и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона? Но мы в любом случае этого не исключаем, имея в виду, что все системы ПРО и ПВО все равно находятся у них в работе. И для нас будет интересно. Вот то, что я вам рассказал, это мне рассказывают инженеры, ученые, военные специалисты. Там на уровень политического руководства в Штатах тоже что-то рассказывают. Проведем такой эксперимент, такую технологическую дуэль и посмотрим, что получится. Интересно, думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны. Давайте... Что? Почему такое название? Честно, не знаю. Давайте с залом еще хотя бы вопрос еще с зала. Давайте вот в ту сторону уйдем. Вот я вижу российская газета, может быть, что-то по мирным делам. Российская газета «Айсель Гериханова». Владимир Владимирович, вы недавно подписали указ об изменении ядерной доктрины. Как вы считаете, на Запад правильно услышали сигналы? Правильно его поняли? Я не знаю, как они поняли, это надо у них спросить. Я знаю, что является содержанием этих изменений. Но это не новая доктрина, это действительно изменения. Ну, некоторые ключевые вещи я назову. Мы говорим о некоторых военных опасностях новых, которые могут перерасти в военные угрозы.
Это и появление вот этих систем ПРО, там, и некоторые другие вещи, и мы их называем. Затем мы говорим о повышении ответственности неядерных государств, которые могут принимать участие в агрессии против Российской Федерации вместе со странами, которые обладают ядерным оружием. И если такие страны также будут, как и их союзники, создавать угрозу нашему суверенитету, существованию России самому, то тогда мы имеем в виду, что считаем себя вправе применять и против них наше ядерное оружие. Ну и, наконец, еще одна компонента, связанная с управлением ядерным оружием. И еще одна, четвертая важная вещь, это мы объявили о том, что если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника, члена союзного государства, для Белоруссии, то Российская Федерация будет это рассматривать так же, как создание аналогичных угроз для самой России. И мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии. Это мы делаем по согласованию с белорусским руководством, по согласованию с президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко. И я думаю, что это очень важная компонента обновленной ядерной стратегии Российской Федерации. Дмитрий Сергеевич, давайте еще один вопрос из зала. Вижу, что рука на микрофоне уже у вас. Да, давайте. Нет, мы договорились, что мы не будем кричать и будем уважать друг друга. Нет, давайте кричать не будем и будем уважать, но Арктике слово дадим. Давайте будем начальство слушаться. Владимир Владимирович, добрый день. Дарья Шучалина, Республика Коми, газета «Республика». Ну, во-первых, большое спасибо, что вернули в регион нашего земляка Ростислава Гольштейна. Он теперь в Рио главы и, скажем так, с места в карьер сразу приступил к работе, потому что хорошо знает регион. Спасибо за ваш кадровый выбор. Он хороший руководитель, чуткий человек и очень такой стабильный и системный. Я надеюсь, что у него все здесь будет получиться. Спасибо за него. И к предложениям. У нас в стране на арктических территориях, на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и у нас в Республике Коми немало населенных пунктов до 2000 жителей. И, к сожалению, такие населенные пункты не подпадают в очень хорошую госпрограмму по обустройству кинозалов. Мы понимаем, что у нас на севере люди, преданные своей малой родине, они не уезжают в мегаполисы, они служат стране именно вот в своих селах и деревнях. И, скажем прямо, досуга на севере не так много. Тем более, что у нас сейчас очень активно развивается патриотическая составляющая нашего отечественного кинематографа. И было бы здорово, если бы можно было откорректировать законодательно вот этот критерий в программе, чтобы северные населенные пункты до 2000 жителей могли бы подпадать, да, чтобы люди в комфортных современных условиях могли бы смотреть кинофильмы. А что касается темы моего плаката, вы у нас были в молодости в студенческом студотряде, и как никто знаете, насколько эта советская практика была эффективна. Сегодня, к сожалению, законодательно тема не прописана четко. Возможно ли откорректировать 44-й закон, чтобы, когда речь идет о государственных и муниципальных контрактах, когда речь об объектах строительства за счет бюджета, чтобы хотя бы 10-15% общестроительных работ можно было закладывать именно на студотряды, поскольку для молодежи это хороший новый трудовой опыт, ну и заработок, для предприятий это кадровое подспорье, а для регионов это ускорение возведения очень нужных социальных объектов. Еще раз, эти 10% откуда? Из общестроительных работ, чтобы могли муниципалитеты или регионы закладывать. Да, те средства, которые предусмотрены на строительную отрасль, частично направляясь на стройку. Ну, я поговорю с Хуснуллиным, наверное, это возможно. Мы же сейчас занимаемся возрождением, оно возрождается. Я думаю, что оно возрождено на самом деле, строительные отряды, движение стройотрядов. Но вот такой механизм финансирования, наверное, возможно. Я думаю, он, кстати говоря, используется. Но я проверю и с Маратом Шахизановичем обязательно поговорю. Хорошо? И про кинозалы. Да, и спортивные залы или кинозалы? Кинозалы. Кинозалы, да. Знаете, совершенно для меня неожиданно. Вот, во-первых, что касается арктической зоны. Во-первых, мы там сохранили льготную ипотеку по 2%. Да? Так же, как Дальний Восток и Арктика, по 2% значит, сохраняется ипотека. Что, на мой взгляд, очень важно. Люди пользуются этой льготой. Вот еще для новых территорий, так сказать, тоже 2% сохраняется. Это первое. Второе, мы в этой зоне целую программу делаем для
для отдельных населенных пунктов это 25 городов, по-моему, агломерации. И будем это расширять по всей стране до 200 городов. Если вот речь идет о небольших населенных пунктах, они могут не попасть в эти планы развития агломерации и отдельных городов, вот эти 25, числом 25. И мы, конечно, посмотрим, что можно сделать дополнительно для небольших населенных пунктов, для арктической зоны. Безусловно, это очень важно, потому что они там в большинстве своем являются небольшими по количеству населения. Но, видимо, исходили из того, что здесь нужно развивать быстрый интернет и так далее, что этого достаточно. Но я с вами согласен, когда это в кинозале происходит, другая атмосфера, другое настроение, обязательно на это посмотрю, я пометил. И тем более, что у нас действительно сейчас очень качественное российское патриотическое кино. Да, согласен. Это отдельная тема. От нас там многие уходят, производители, и дай бог им здоровья. А это толкает наше собственное производство, в том числе и кинопроизводство. Это правда. А с учетом такого объединяющего подъема общества, объединяющего людей подъема общества, конечно, очень важно. И историческое, значит, наши сказки, там, былины и прочее возрождаются. Я сам иногда смотрю это с удовольствием со своими близкими малышами. Поэтому вы правы. Я пометил, мы постараемся это отреагировать на это. Хорошо. Давайте еще один в зал мы продолжим. Дорогие друзья, при всем уважении, задавая подряд 2 вопроса, вы лишаете кого-то из своих коллег возможности задать его вопрос. Не слушайте Пескова, давай. Давайте мы тогда вот в эту сторону пойдем. Давайте у нас... Кто у нас? Давайте Красноярск. Вот давайте Красноярск. Здравствуйте, Дмитрий Новиков, телеканал «Енисей», город Красноярск. Владимир Владимирович, вы назвали Красноярск центром России. Сейчас город готовится к празднованию своего 400-летия. Извините, что перебиваю, ради бога, не сердитесь, но я не назвал, это географический центр России, так и есть. Да, конечно. Вот. Город готовится к празднованию своего 400-летия. Мы будем отмечать его в 2028 году. И, конечно, пользуясь случаем, хотели бы пригласить вас в Красноярск на юбилей. Ну а вопрос у меня следующий. Сейчас в Красноярск переезжает головной офис компании «Русгидро». Это была ваша инициатива. И кажется, что логичным было бы продолжить эту работу в отношении ряда других компаний, причем не только государственных, но и бизнес-структур. Для региона это дополнительные налоги, ну и, конечно, новые возможности для развития. Вот рассматриваете ли вы такую возможность? Спасибо. Да, ну, во-первых, я считаю, что это очень правильно. И некоторые, может быть, даже федеральные органы переводить в различные центры страны. Это все-таки подталкивает это развитие. Вот мы пытаемся сосредоточить всю судебную власть в Петербурге. В некоторых странах все это происходит. Во-первых, это отстегивает как бы отдельную ветвь власти, судебную власть от президентского офиса, от правительства, делает ее даже географически более самостоятельной. И придает функции столичного города, в данном случае Петербургу. Но и другие центры, вот такие как Красноярск, конечно же, нуждаются в том, чтобы там и налоговая составляющая как бы заработала поярче, и чтобы там налоги платили по месту производства. Ну и просто это толчок к развитию региона. Мы будем это делать. Процесс сложный. Вы сказали про Русгидро. Да, действительно, я когда назначал на эту должность, ну, или вернее, так сказать, благословлял будущего руководителя Ахмарина Виктора Викторовича на Русгидро, сразу сказал: готовы будете переехать в Красноярск? Он говорит: да. Я говорю: а жена? Она согласится. Вот. Но это требует такого времени, понимаете, и нужно, чтобы кадры были на месте. Так из Москвы людей очень сложно утащить. Не потому, что они ленивые или не хотят в Сибирь ехать. Ну, дети, школы, детские сады, институты. Ну, сложный процесс такой. А кадры на месте надо готовить. Тем не менее, Русгидро передвигается туда. Да? Значит, будем обязательно работать и над тем, чтобы и крупные компании, повторяю, некоторые другие органы власти и управления перемещались в другие регионы России. Территория огромная, самая большая территория в мире. И конечно, так
по стране нужно распределять и крупные производственные центры компании, и органы управления. Ну, есть всему предел, потому что все-таки, там, скажем, президент, там, правительство, они где-то должны быть рядом. Очень тесное взаимодействие. Но, тем не менее, идти по этому пути нужно. Будем стараться это делать. А, кстати, некоторые Спасибо бизнесмены большое, даже... спасибо за приглашение, Красноярск, сюда. А некоторые бизнесмены даже предлагали перенести столицу в Красноярск. Были и такие разговоры. Ну да, да, по Красноярск, Иркутск. А на Петр I собирался делать вообще где? На юге, да? Он выбирал между Петербургом и южным там городом Таганрогом. В Таганроге хотел делать. Изначально была мысль в Таганроге делать столицу империи. Владимир Ильич, я прошу прощения, я здесь просто увидел Андрея Руденко, нашего уважаемого военкора из Донецка. Я не могу не дать ему слово. Пожалуйста, Андрей. Владимир Владимирович, я работаю с 2014 года на Донбассе военным корреспондентом. Сегодня возглавляю ГТРК «Донецк». У меня вопрос такой, он довольно-таки серьезный. По всему Донбассу, по Херсонской области, Запорожской идут грандиозные восстановительные работы. Но у нас не прекращается война, мы идем вперед, враг уничтожает населенные пункты. Хватит ли у нас сил и средств восстановить полностью наши исторические территории, которые мы возвратили себе? Хватит, хватит, даже сомнений в этом быть не должно. У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий. Она рассчитана до 2030 года. И там работа ведется уже и будет вестись по целому ряду направлений. Это восстановление дорожной сети, так? Это восстановление жилья, это восстановление объектов ЖКХ, соцкультбыта. А вот, скажем, по дорогам мы в течение 3 лет планируем привести всю дорожную сеть этих регионов в нормативное российское состояние. И вы сами оттуда знаете, что эта работа уже идет. Ну, скажем, да, есть очень хорошая... Садитесь, пожалуйста. Есть очень хорошая уже реализуемая начало, тема. Мы планируем построить дорогу кольцевую вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем Российской Федерации. И это будет такая же дорога, как Таврида в Крыму. 4-полосное движение со всеми преимуществами такой трассы. Одна часть уже сделана, это начало только от того же самого Таганрога вот до Мариуполя. Это небольшой участок, 40 километров, но планирование идет вокруг всего Азовского моря. Есть еще одна дорога между Мариуполем и Донецком. Она почти 100 километров, если быть более точным, по-моему, 97. Поэтому и вся дорожная сеть будет восстанавливаться. Повторяю, это обеспечено деньгами. Вот уже некоторые объекты социального назначения уже введены в строй. Ну, скажем, в том же Донецке перинатальный центр мирового класса. Это центр мирового класса. Значит, в Мариуполе медицинский центр. В Запорожской области на юге там планируется детская больница клиническая, очень большая. Местные жители попросили, и губернатор настаивал на этом. Сейчас, по-моему, планировка уже идет, будем строить обязательно. В общем, по всем этим направлениям у нас запланирована большая работа до 2030 года. Уже сейчас воссоздано, восстановлено 21 тысяча объектов. Причем 11 тысяч за счет средств федерального бюджета, а 10 тысяч объектов за счет регионов шефов
со всей Российской Федерации. Я, кстати, вот хочу прямо в камеру посмотреть и поблагодарить руководителей и жителей этих регионов за эту огромную помощь. Это общегосударственная задача. Вот это то, что сделано. Но в течение ближайших 5-6 лет мы должны восстановить и построить еще 20 тысяч объектов. И все это будет сделано. Владимир Владимирович, вы говорите... По Луганской Народной Республике, хотел сказать, за все время никогда там не существовало, я имею в виду за время управления Украины там, никогда не существовало дорог. На сегодняшний день идеальные дороги по всей Луганской Народной Республике. Люди безмерно благодарны. Ну, это самое необходимое, что мы можем и должны сделать. Делать будем больше. Что касается вот конкретных регионов, то я бы хотел обратиться к их жителям и этих регионов и сказать, да и ко всей России, чтобы люди тоже знали во всей стране, что эти регионы, они имеют очень хороший потенциал развития. Их налоговый потенциал очень большой. Вот в той же Луганской Народной Республике на 90, по-моему, 7% возросли налоги, так, которые собираются. В Донбассе, по-моему, 69% уже рост налогов, так? А в Запорожье, в Херсоне, там вообще он измеряется, рост измеряется сотнями процентов. Там, правда, относительно соответствующие цифры гораздо меньше, база гораздо меньше, но рост какой? Сотнями процентов, 200 с лишним процентов и там, и там. То есть налоговая база хорошая, возрождение идет достаточно быстро, и все эти регионы становятся, выходят в зону самообеспеченности. Да, нужно поддержать людей, нужно вовремя оказать помощь, подставить плечо. Страна это делает и будет продолжать это делать до полного вхождения в этих регионов в Россию не юридически, а в смысле социального развития и экономического. Уточняющий один вопрос. Владимир Владимирович, вы сейчас говорите о налогах. Имеется в виду речь о сборе налогов? О сборе налогов в этих регионах. Повторяю еще раз. Вот я могу в чем-то ошибиться, но в Донецке рост составил уже где-то 79%, в Луганске вообще 90 с лишним, а в Херсоне и Запорожье, в этих областях 200 с лишним процентов рост. Ну, там абсолютные цифры меньше, но и база была меньше. Вот. Но просто эта тенденция, она устойчивая. Ну, кстати, вообще из новых регионов поступает очень много различных вопросов, и в том числе по расчету пенсий. Дело в том, что зачастую стаж, который был получен ранее на Украине, сейчас не учитывается, зачастую у людей просто нет документов. Давайте сейчас послушаем видеообращение пенсионера Леонида Шипилова. Пожалуйста. Я Шипилов Леонид Николаевич, пенсионер из Красного Лимана. Стаж у меня 45 лет. На данный момент проживаю в городе Донецк у дочери, так как в Красном Лимане ведутся боевые действия. В мае 22 года при обстреле сгорел мой дом, сгорела трудовая книжка. В связи с этим я не могу добиться справедливого перерасчета пенсии. Единственным документом, который может подтвердить мой стаж, это справка 5 ОК. В июле этого года я предоставил ее в пенсионный фонд Калининского района города Донецка, но до сих пор мне не последовало никакого ответа. Прошу вас помочь разобраться в сложившейся ситуации. Леонид Николаевич, да, это такие житейские проблемы, но они важны для людей, я прекрасно это понимаю. Нужно подтверждать стаж. Было сложно это сделать до недавнего времени, но вот совсем недавно был принят закон о том, что весь стаж, полученный человеком в предыдущие годы, десятилетия, он зачитывается и засчитывается. Это, по-моему, в ноябре был принят федеральный закон соответствующий. Поэтому это основания для того, чтобы решить ваш вопрос, имеются нормативные правовые основания. Все вопросы подобного рода, даже если нет документов, то они закрываются свидетельскими показаниями и решениями межведомственных региональных комиссий.
И я очень прошу руководство республики таким образом построить свою работу, чтобы вопросы подобного рода решались без лишней бюрократии. Вот совсем недавно разговаривал с Пушилиным, руководителем Донецкой Народной Республики. Он мне рассказывал о том, как принимал делегацию из Африки. Мы очень рады нашим друзьям, гостям, и сам собирается поехать в Африку. Это очень хорошо, и это правильно, надо поддерживать отношения. Но хочу напомнить ему, что есть еще и Леонид Николаевич, на которого тоже нужно обратить внимание. И надеюсь, что работа межведомственных региональных комиссий работа их будет налажена должным образом. Повторяю еще раз, тем более, что появилось законное основание, принят соответствующий федеральный закон. Ну, действительно, очень много сейчас обращений приходит с вопросом об утере документов, и речь идет не только о пенсиях, также об образовании, права собственности. Но вот хочу еще процитировать несколько сообщений. Да. Извините, вот я уже говорил, это закрываются эти вопросы решениями межведомственных комиссий и так называемыми свидетельскими показаниями. Речь идет не о каком-то судебном процессе, а о том, чтобы получить достоверные сведения там, от соседей, сослуживцев там, и так далее, и так далее. Большая еще одна тема в этом регионе – это жилье. И очень много обращений и звонков поступило из Мариуполя от тех, кто рассчитывал получить жилье в качестве компенсации, но пока не смог сделать. Вот приведу несколько из них. Нужна помощь Мариуполю в строительстве компенсационного жилья. Сколько нам еще сменить съемного? Это СМС пришла с таким текстом. Потом дома построили еще весной, но заселение до сих пор не началось. Об этом пишет Алексей Цыганков. Вот одно из обращений. Их, на самом деле, тоже достаточное количество, вот только то, что мы отобрали. Да. Ну, Мариуполю мы уделяем много внимания, и это заслуженно. Это большой город. До начала боевых действий там проживало официально где-то 430 тысяч человек. Местные руководители говорят, что это на самом деле не так, что проживало и больше, 470 тысяч. Может быть, там где-то 3 с лишним тысяч домов многоквартирных. Я там был, все это я знаю. И коллеги из правительства докладывают регулярно. Примерно 1700 домов восстановлено. Но не все еще введены. Документы на 500 с лишним домов сейчас еще оформляются. Но они уже есть. Что там происходит? Вот что. Там восстанавливаются дома и строятся заново. Там, где дома не подлежат восстановлению, на этом месте местные власти тоже дома приняли решение снести и передать эти участки для застройки застройщикам. И там возникает коммерческое жилье, которое можно получить по ипотеке под 2%, потому что ипотека 2% сохраняется на новых территориях. Кстати говоря, там такой, на самом деле, в известной степени бум происходит строительный. И в тот же Мариуполь вернулся уже, по нашим оценкам, как минимум 300 тысяч человек. И количество населения быстрым темпом продолжает расти. Мы занимаемся там тоже и дорогами, и школами, и соцкультбытом, и медициной. Там вот медицинский центр крупный возник недавно, и учебными заведениями, и будем продолжать это делать. Но вот что касается жилья, повторяю, значит, есть дома, которые переданы застройщикам, но люди, граждане, имеют право получить жилье хотя бы рядом с тем местом, где они раньше проживали. Лучше там же, если дом восстанавливается, и нужно людям предоставлять жилье именно там. Или если на этом месте возникает дом, построенный застройщиками так называемыми, то нужно делать все для того, чтобы человек мог получить не где-то там на окраине, за чертой города уже, а рядом с тем местом, где он проживал ранее. В городе имеется 5000 бесхозных квартир. Местным властям нужно перестать их придерживать, а нужно тоже распределять между людьми. Конечно, все должно быть законно, еще кто-то возвращается, надо все это продумать, но эти вопросы нужно решать. Одно могу сказать точно.
все, кто имеет право на компенсацию, все эту компенсацию получат. Если нет, то, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы и местной власти, и федеральной власти. Вот эти, по-моему, центры по принятию решения, это, по-моему, как раз там находятся. Они созданы, они имеются. Если мне память не изменяет, как раз на улице Марата и находится. Это мне Марат Шакирзянович об этом и доложил. Легко запомнить. Легко запомнить, да. Если место не перепутано, по-моему, это там. Владимир Владимирович, говоря о южных регионах, хочется упомянуть еще об экологической ситуации, которая сложилась после крушения 2 танкеров во время шторма в Керченском проливе. Нефтепродукты выбросило на берег, на пляже в районе Анапы. И сейчас, как мы знаем, это загрязнение распространяется в сторону Геленджика. И ситуация ухудшается. Сейчас на очистку берега вышли и сотрудники МЧС, и добровольцы, и простые жители. Они снимают видео, выкладывают в социальных сетях и прислали в том числе к нам в программу. Я предлагаю сейчас посмотреть. Пожалуйста. Таких природных катаклизм Анапа и Анапский район еще не видели. 45 километров песчаных пляжей залиты мазутом. Топливо на всем песчаном побережье. Мертвых птиц и других животных выносит волной. И тут же накатывает новая волна, которая приносит топливо снова и снова. Все эти тонны оказались на песчаных пляжах нашего курорта. Силами волонтеров здесь не справиться. Владимир Владимирович, вот такие ужасающие кадры с курортных пляжей. Я знаю, что вы уже дали поручение о скорейшей ликвидации последствий ЧП. Но можно ли как-то ускорить эту работу и как-то минимизировать это загрязнение? Ну, во-первых, это, конечно, беда экологическая. Это совершенно очевидно. Ну и правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов. Вот мне докладывали, что, по их мнению, капитаны судов нарушили соответствующие правила, не ушли вовремя в укрытие. Некоторые суда ушли в укрытие, с ними все нормально, а эти не ушли. Да и на якорь встали не там, где было положено. Но это уже, пускай, соответствующие службы, и Минтранс, и правоохранительные органы с этим разбираются. Это первое. Второе, конечно, вот сейчас не знаю прямо на данный момент времени, что происходит, но вчера еще шторм продолжался, 4-5 баллов, и работать достаточно сложно. Но по мере того, что где-то к субботе, по-моему, все-таки море должно утихнуть, и можно будет наладить работу. Первое. Второе. Почему я говорю о том, что это беда большая, катастрофа? Ну, потому что почти 40% топлива вытекло. Это совершенно очевидно, это уже ясно. Некоторые в притопленном состоянии, некоторые затонули, некоторые находятся в полуподтопленном состоянии у берега, и нужно с этим работать. Работают разные службы, службы разных ведомств. Это и Министерство природных ресурсов, это Минтранс, это МЧС. И все должны, эта работа должна координироваться. Я попросил председателя правительства организовать рабочую группу. Ее возглавляет Савельев Виталий Геннадьевич, вице-премьер по транспорту. И все службы работают регулярно. И мне докладывают о том, что происходит. Нужно изучать, нужно будет изучить, в каком состоянии танки находятся. И нужно, конечно, думать о том, что делать в ближайшем будущем. Эта проблема должна быть разбита по времени как минимум на этапы. Первый этап сейчас. Нужно все сделать для того, чтобы огородить этот участок бонами и не дать возможность расползаться этому пятну. Первое. Второе. Надо сделать все, чтобы убрать это топливо, которое появляется на берегу. Как мне вчера или позавчера доложил губернатор Кондратьев Вениамин Иванович, он говорит, я сосредоточил там группировку около 4000 человек. В принципе, каких-то других мероприятий он так мне во всяком случае сказал, сейчас не требуется, но если это будет нужно, мы, конечно, готовы будем развернуть там и дополнительную группировку МЧС. Но все-таки это вот то, что нужно делать сейчас. И это топливо, это топочный мазут,
он имеет свои свойства. При определенных температурах он является таким как бы твердым материалом. Его в таком виде выбрасывается Америка, и надо убирать. Но где-то в мае часть этого материала мазута залегло уже на дно. И где-то в мае это может при других температурах подняться и тоже выбрасываться. И поэтому нужно уже сейчас готовиться и к тому моменту, когда температура воды поднимется. И нужно сейчас уже думать о том, что нам делать с подъемом. Так или иначе нужно как-то вытаскивать подзатопленные танки на берег. Нужно их укреплять сейчас, чтобы ничего не вытекало, так подводить туда полотенца, так называемые, да, и потом делать проект, это отдельная большая работа, делать проект и вытаскивать эти все танки с топливом на берег. Это большая работа, правительство этим занимается, и очень рассчитываю на то, что время не будет упущено. Давайте в зал чуть-чуть пару вопросов, пару-тройку. Владимир Ильич, если не возражаете, вот я вижу американских наших коллег-журналистов. Пожалуйста. Вот я вижу NBC, середина вот среднего сектора. Да, пожалуйста. Mr. President, Keir Simmons from NBC News. Two questions. Господин президент, Кир Симмонс, два вопроса, если вы позволите. Первый. Он касается избранного президента Трампа. Господин президент, вы не смогли достичь цели специальной военной операции. Большое количество россиян погибли, включая генерала, на которого было совершено покушение здесь, в Москве, на этой неделе. И глава Сирии, которому вы оказывали поддержку, был отстранен от власти. Господин президент, когда вы встретитесь с президентом Трампом, вы будете более слабым лидером. Как вы собираетесь поступить, что вы сможете предложить в качестве компромисса? И второй вопрос, господин президент. Мать американского журналиста, который пропал без вести в Сирии, Остин Тайс, направила вам письмо и просила вашей помощи в поисках сына, потому что она сказала, что у вас есть связи с сирийским правительством и бывшим президентом Асадом. Готовы ли вы к тому, чтобы попросить президента Асада предоставить информацию о том, что произошло в Сирии, для того, чтобы можно было найти этого пропавшего без вести сына американского журналиста? Еще раз повторите, пожалуйста, ваш вопрос в части журналиста. Где он пропал, что там? Где пропали журналисты? Когда, что там с ним произошло? У меня есть письмо, которое было направлено вам на этой неделе матерью американского журналиста, который пропал без вести в Сирии. Он пропал без вести еще 12 лет назад. Его зовут Остин Тайс. И в этом письме она просит вашей помощи в его поисках, потому что, как она говорит, у вас есть такие тесные связи с бывшим президентом Сирии Асадом. Могли бы вы, сможете ли вы попросить президента Асада предоставить информацию относительно Остин Тайса? Она сказала, что она готова приехать в Москву, если это будет необходимо, если это поможет, для того, чтобы получить возможную информацию о ее сыне. Я понял. Если вам сказать честно, садитесь, пожалуйста. Если сказать честно, что я пока, я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать. Обязательно с ним поговорю. Но мы с вами, взрослые люди, понимаем, да? 12 лет назад человек пропал в Сирии. 12 лет назад. Мы понимаем, какая ситуация была там 12 лет назад. Там шли активные боевые действия, причем с обеих сторон. Знает ли сам президент Асад о том, что произошло с этим американским гражданином, журналистом, который, я так понимаю, исполнял свой журналистский долг в зоне боевых действий? Но, тем не менее, я обещаю, что обязательно этот вопрос задам. Так же, как могу задать и вопрос, мы можем задать вопросы и тем людям, которые контролируют ситуацию на земле в Сирии сегодня. Вы сказали, что мы можем предложить, или я могу предложить.
президенту, вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся. Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, да, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более 4 лет, и я готов к этому, конечно, в любое время, и готов буду и ко встрече, если он захочет этого. Вы сказали, что значит, этот разговор состоится в ситуации, когда я буду в каком-то ослабленном состоянии находиться. Уважаемый коллега, почему я говорю уважаемый? Потому что, несмотря на все гонения на нашу прессу, мы вам позволяем работать в России, и вы делаете это свободно. Уже хорошо. Вам и тем людям, которые вам платят заработную плату в Соединенных Штатах, очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года. Почему? Потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной. Мы уже мало от кого зависим. Мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики. О темпах развития экономики я уже сказал. Мы укрепляем свою обороноспособность. Боеготовность наших вооруженных сил сегодня находится, уверенно говорю, на самом высоком месте в мире. На самом высоком месте в мире. То же самое касается и нашей оборонной промышленности. Мы наращиваем производство всего, что нужно для наших армий и флота. Причем и на текущий момент, и на перспективу. Делаем это достаточно уверенно, быстрыми темпами. Чего не скажешь о наших противниках. Вот мы уже говорили об успехах наших вооруженных сил. Не в последнюю очередь это происходит из-за роста производства оборонных отраслей промышленности Российской Федерации. И мы делаем это, повторяю, уверенно и достаточно рационально. Вот сказано было о том, что продвигаются наши войска на линии боевого соприкосновения. И что? За счет чего? В том числе за счет наличия той техники, которую я сейчас сказал. Да, с нами практически воюют все страны НАТО. Но вот мы говорили о нашей инфляции. А что там происходит? Один снаряд 155 миллиметров, он 2 года назад стоил 2000 евро. Теперь стоит 8. В 4 раза подорожение. Если все будет развиваться таким же темпом, то не только 2% на оборонные расходы, на которых всегда настаивал и сейчас настаивает вновь избранный президент США, господин Трамп, странам НАТО не будет хватать. Не будет хватать и 3%. Выучка, боеготовность, внутреннее состояние российских войск таково, которого нет, пожалуй, сегодня ни у одной армии мира. Поэтому я считаю, что Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого мы и добивались. Она окрепла, она стала по-настоящему суверенной страной. И мы принимать решения будем без всякой оглядки на чужое мнение, а будем руководствоваться только своими национальными интересами. Вы сказали про Сирию. Вам, и тем, кто, повторяю, платит заработную плату, хочется подать все, что происходит в Сирии, как какой-то сбой, поражение России. Уверяю вас, что это не так. И скажу почему. Мы ведь пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли. И даже те группировки, которые воевали в свое время с режимом Асада, с правительственными войсками, они тоже претерпели внутренние изменения.
Недаром сегодня многие европейские страны и Соединенные Штаты хотят наладить с ними отношения. Если они террористические организации, чего же вы туда лезете? Значит, они изменились, не так ли? А это значит, что в известной степени цель достигнута. Далее. У нас не было войск наземных в Сирии. Их просто там не было. Там две базы наши. Военно-воздушная и военно-морская. Наземная компонента состояла из вооруженных сил самой Сирии и некоторых, как все мы знаем, здесь секрета никакого нет, ну, так называемых проиранских боевых соединений. Мы вывели даже оттуда в свое время силы спецопераций. Мы там не воевали просто. Но что там происходило? Вот когда группы вооруженной оппозиции подошли к Алеппо, Алеппо защищало примерно 30 тысяч человек. В город вошло 350 человек боевиков. Правительственные войска, а вместе с ними и так называемые проиранские подразделения, отошли без боя, взорвали свои позиции и ушли. И также практически, ну, кроме небольших исключений, где были кое-какие боестолкновения, но также было по всей территории Сирии. Если раньше, допустим, те же наши иранские друзья просили помочь им перевести свои подразделения на территории Сирии, то теперь они у нас попросили выводить их оттуда. Мы вывезли 4000 иранских бойцов в Тегеран с базы Хмеймим. Часть так называемых проиранских подразделений ушли без боя в Ливан, часть в Ирак. Но сегодня ситуация складывается непросто, конечно, в Сирийской Арабской Республике. Мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие. Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона. Подавляющая из них говорит нам о том, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались. Не знаю, мы должны подумать над этим, потому что для себя должны решить, как у нас будут складываться отношения с теми политическими силами, которые сейчас контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем. И наши интересы должны совпадать. Если мы там остаемся, значит, мы должны что-то делать в интересах той страны, где мы находимся. В чем будут заключаться интересы? Что мы сможем для них сделать? Это вопрос, ждущий кропотливого исследователя с обеих сторон. Но уже сейчас мы кое-что можем сделать, в том числе с использованием этих баз. А именно, и мы уже это предложили нашим партнерам, в том числе, которые находятся на территории Сирии и соседним странам, предложили использовать, скажем, авиационную базу Хмеймим для доставки гуманитарной помощи в Сирию. И это принято с пониманием и с желанием организовать эту работу совместно. То же самое касается и военно-морской базы в Тартусе. Поэтому, кому бы не хотелось представить Россию ослабленной, знаете, это, поскольку вы американец, я хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: слухи о моей смерти сильно преувеличены. А если у нас... А если когда-то состоится встреча с избранным президентом, господином Трампом, уверен, нам будет о чем поговорить. Владимир Владимирович, хочу напомнить еще один вопрос, который задавал коллега, об убийстве генерала Кириллова. Да, вот об убийстве генерала Кириллова. Вот вы сказали покушение. Я вам благодарен за это, потому что вы косвенно признали, что это террористический акт. Почему? Потому что это убийство совершено способом, опасным для жизни многих.
Режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления, террористические преступления, теракты в отношении многих граждан Российской Федерации. И в Курске сейчас, когда они расстреливают мирных граждан. И, ну, имеется в виду в Курской области. И на других территориях России убивали журналистов, ваших коллег. Совершали теракты в отношении журналистов. Мы ни разу не слышали, ну, я сейчас не вас имею в виду лично, но от западного журналистского корпуса ни разу не слышали осуждения подобным терактам. Но я вам благодарен хотя бы за то, что вы об этом вспомнили. Давайте еще чуть-чуть залом поработаем, потому что большой интерес. А вот я вижу татары БРИКС. Совсем недавно вроде были мы в Казани. Кстати говоря, я прошу прощения, хочу к американскому вашему коллеге обратиться. Если вы меня слышите? Да. Если у вас еще какие-то вопросы будут, задавайте. Давайте мы в Казань вернемся сейчас. Ну, давайте, вы подумайте, да? Сформулируйте. А мы пока с татарами поговорим, а потом с американцами. Well, my question is, Мой вопрос такой. Готовы ли вы каким-либо образом достигать компромиссов по поводу Киева? Вы говорили, что Украина должна идти на компромиссы. А вы готовы идти на компромиссы? Что вы готовы предложить в качестве уступок? Возможно, в переговорах, которые будет под руководством Я прошу Трампа. прощения, что упустил эту часть, очень важную часть вашего вопроса. Политика и есть искусство компромисса. А мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона в прямом и переносном смысле этого слова, противная сторона отказалась от переговоров. А мы-то всегда к этому готовы. А результатом компромиссов, этих переговоров всегда являются компромиссы. Ведь мы же достигли договоренности по сути в Стамбуле в конце 2022 года. И, повторяю в 100-й раз, украинская сторона парафировала этот документ. Значит, в целом была с ним согласна, потом почему-то отказались. Ну, почему? Понятно, потому что приехал ваш союзник, господин Джонсон, такой с хорошей прической человек, и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. Вот они воюют. Скоро заканчиваются эти украинцы, которые хотят воевать. Там уже, по-моему, скоро не останется тех, кто воевать хочет. Значит, и мы-то готовы. Но нужно, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам. Спасибо, Казань. Казань на очереди, пожалуйста. С американцами поговорили, с татарами. Владимир Владимирович, спасибо большое за возможность задать вопрос. Артур Халилулов, Татаринформ. БРИКС после Казанского саммита вышел на принципиально иной уровень, как бы это очевидно. На самом деле я даже не могу вспомнить, чтобы в Москве собирались десятки лидеров стран, причем во главе там Си Цзиньпином, Нарендра Моди и прочее. Насколько ваши ожидания по части как бы противодействия западному миропорядку оправдались? Это первый вопрос. И еще маленький такой вопрос, уточняющий. Вы говорили в прошлом году мне лично, отвечая на мой вопрос, что Татарстан – это образец мирного существования разных культур, наций и конфессий. Отчасти то же самое можно сказать и о БРИКС, потому что БРИКС – это сочетает с собой страны совершенно разные. И отсюда маленький вопрос. Рассматриваете ли вы возможность создания в Казани штаб-квартиры БРИКС? Возможно, российской части, либо в целом организации. Спасибо большое. Да, вы сказали, Артур, вы сказали, что в Москве такое количество лидеров разных стран не собиралось. Вы правы, не собиралось. А в Казани собралось. Так что спасибо Казани за то, что вы нам предоставили такую возможность. Это первое. Второе, мы штаб-квартиру-то вроде как и не создаем. Есть отдельные инструменты, которые создаются и работают в интересах всей организации. Но мы, безусловно, будем использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы там за предыдущие десятилетия. Казань сделала удивительный рывок в своем развитии. Это без всякого преувеличения, считаю, один из лучших городов Европы. Вот, знаете, с удовольствием это говорю. Мы гордимся Москвой. Это один из крупнейших и лучших мегаполисов мира. Ну и Казань развивается быстро, активно. Я помню, с Мертем Мишаевичем приезжал, смотрел
я уже говорил об этом, мы зашли с ним на окраине Казани, в землянку, натуральная землянка. Люди в землянке жили. Все, вырытый такой котлован, сверху крыша, но должен отдать должное татарам и их культуре. Знаете, чистенько, все прибрано. Вкусный там чак-чак на столе и так далее. Просто, но сейчас ничего подобного нет. Сейчас Казань развивается. Замечательный город. И метро появилось. Мы тогда с Мертием Шариповичем говорили о том, что это нужно. И сделали это. И новый руководитель Рустам Нургалиевич подхватил эту эстафету. Очень эффективно работает. Ну и вообще в Казани, в Татарстане люди живут талантливые. Там, и люди разных национальностей проживают в мире, согласии, уважают друг друга, традицию друг друга уважают, ходят друг к другу в гости, я знаю, на религиозные праздники. Очень здорово, очень хорошо у вас получается это. Можно только поздравить. Ну, есть еще момент, на который я хотел бы обратить внимание. Вы сказали, что БРИКС развивается как инструмент противодействия Западу. Это не так, вы ошибаетесь. БРИКС не является инструментом противодействия Западу. Мы не работаем против кого бы то ни было. Мы работаем за свои интересы, за интересы стран-участниц этой организации. Мы не выстраиваем никакой конфронтационной повестки в рамках БРИКС. Но развивается организация быстро, уже много государств, эта организация расширилась, но и многие государства, как вы знаете, мы об этом много говорили, повторяться, чтобы времени тратить не буду, но много государств проявляют интерес к развитию БРИКС. Почему? Потому что работа эта выстраивается исключительно на основе взаимности, уважения друг к другу, уважения интересов друг к другу. Все вопросы принимаются консенсусом, и это очень важно. Там нет маленьких, больших государств, более развитых, менее развитых. Там есть объединение по интересам. А интерес один – развитие. Ищутся и создаются новые, ищутся те, что есть, и которые можно использовать инструменты, и создаются новые для обеспечения темпов роста экономики и изменения ее структуры, для того, чтобы это отвечало будущему развитию человечества, чтобы страны БРИКС и все объединение становилось лидером этого движения вперед. Так и будем работать. Вам спасибо большое. С залом продолжим. Давайте еще залу еще дадим вопросик. Вон я вижу нетрадиционное СМИ, новое, но популярное. Ридовка, пожалуйста. Что? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Максим Долгов, издание «Ридовка». У меня такой вопрос. Для многих стран мира сейчас проблема старения и уменьшения населения очень актуальна. И это также не избежало и Россию. Интересно, было проведено очень много мер по повышению рождаемости. И также вы недавно подписали закон о создании Совета о демографической и семейной политике. Понимаете, если этих законов будет недостаточно, что мы будем делать? Спасибо. Будем их совершенствовать. Садитесь, пожалуйста. Но вопрос чрезвычайно важный. Это вообще вопрос, один из ключевых вопросов для России. Ну, не только для России, вы правильно сказали, это вопрос демографии. Он очень важным является не только для нас, но для очень многих стран мира. В Советском Союзе достигался уровень примерно 2% рождаемости. Что такое уровень рождаемости? Это количество детей на одну женщину. В Советском Союзе был момент, когда было 2% роста. У нас в определенный период, несколько лет назад, мы достигали где-то 1,7%. К сожалению, он у нас упал до 1,41%. Много это мало? Конечно, очень мало. Но в нашем же положении находятся и другие страны, примерно в таком же регионе находящиеся. Это, скажем, Финляндия, там еще меньше, по-моему. В Норвегии столько же. В Испании меньше. В других многих странах меньше. В некоторых развитых странах, скажем, в Японии еще меньше. В Южной Корее вообще 0,7%. Ужасно.
у нас еще получше. Но для того, чтобы обеспечить просто воспроизводство, нам нужно поднять этот коэффициент рождаемости как минимум до 2,1. А чтобы было расширенное воспроизводство, чтобы население росло, это нужно как минимум 2,3%. Я уже много раз говорил о том, что у нас происходило в предыдущие десятилетия. У нас резкий спад рождаемости был в период Великой Отечественной войны 1943-1944 годы и потом после развала Советского Союза. То же самое, такой же результат, как после войны. Резкое падение рождаемости. Что дальше происходит? Все-таки 2 минуты потрачу на это. Когда малочисленное поколение доходит до детородного возраста, оно воспроизводит небольшое же количество потомства. Потом все опять возвращается. А у нас потом сблизились эти два тренда падения рождаемости и за время Великой Отечественной войны, и за время после распада Советского Союза. Это вот так, как синусоида, все и продолжается. Вот. И даются тяжелые испытания. У нас, вы знаете, количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девочки нужны. Девушки. Вот. Но что мы делаем для того, чтобы ситуацию поправить? Ну, это целая программа создана. Мы занимаемся этим постоянно, но эти инструменты совершенствуются. Повторяю, в разные годы по-разному это работает. Во-первых, единое пособие для семей с детьми. Оно действует эффективно. Вот мы выплачиваем это пособие от беременности женщины до достижения ребенком 18-летия, то есть 17 лет включая. И такое пособие получают уже свыше 10 миллионов детей и примерно 320 тысяч беременных женщин. Это первое. Второе, наше уникальное изобретение, такого нет нигде в мире, материнский капитал, который мы постоянно значит, пополняем. Значит, дальше это мы сохраняем семейную ипотеку под 6%. Наверное, еще будем говорить о всяких ипотечных делах, будем говорить о строительстве, но семейная ипотека сохраняется. Теперь 450 тысяч мы выплачиваем семьям, где появляется третий ребенок, для погашения этой самой ипотеки. Ну, и развиваем всю систему, связанную с медициной, с детством, с материнством, и будем дальше это все делать. Ну, будем донастраивать этот инструмент дальше. Это очень важные вещи. Я вот, знаете, воспользуюсь сегодняшней нашей встречей, беседой. Я хочу обратиться ко всем руководителям всех субъектов Российской Федерации. Вот с этого должен начинаться рабочий день и этим заканчиваться. Потому что это вызов для многих стран мира, в том числе и для России. Народонаселение – это то, что составляет страну. Одна территория – это хорошо, но она должна быть населена гражданами этой страны. Вот, наверное, мы делаем немало, но совершенно очевидно недостаточно. И мы можем сказать, что да, делаем что-то полезное, когда мы изменим вот этот тренд, который сложился, и добьемся вот тех показателей, о которых я уже сказал. Но, кстати, много сообщений приходят именно на эту тему, в том числе от многодетных семей. У нас очередная есть подборка. Проблема в следующем. Вы уже упомянули единое пособие, но когда в семье средний, получается, доход на человека превышает региональный прожиточный минимум, в таком случае это единое пособие, оно не выплачивается на ребенка, причем зачастую это вопрос путаницы, неточности, и там буквально могут быть несколько копеек или рублей, а люди не получают выплаты. И сейчас с нами на связи, давайте позвоним многодетной маме, у нее 5 детей, Анне Аликовне Шенкау из Сургута. Анна Аликовна, добрый день, задайте свой вопрос президенту. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Шенкау Анна Аликовна. Родилась и проживаю в городе Сургуте, Ханты-Мансийский автономный округ. Являюсь матерью 5 детей. Один ребенок имеет статус инвалид. Хотелось бы узнать, с 2023 года, с июля месяца, подаю ежемесячно на пособие. Получаю отказ. Причина отказа – превышение прожиточного минимума. Было даже такое, что превышал прожиточный минимум на 78 рублей, и мне было отказано. Хотелось бы узнать такие моменты.
Пенсия по инвалидности на ребенка. Является ли это доходом? Почему учитывается доход за предыдущий год? И вот такой момент. Супруг получает официальную зарплату, и когда учитывают полный доход, они считают налог, который потом у него высчитывается. Мы же по факту не получаем эти деньги. Вот хотелось бы узнать такие моменты. И, если позволите, еще один вопрос по поводу отпуска. Пожалуйста. Вот как вообще в такой ситуации нам многодетным, да и не только многодетным, в принципе, есть отдыхать. Отдыхать-то все равно как бы хотелось. Но вот буквально вчера смотрели, просто анализировали билеты. Это 140-150 тысяч в среднем на самолете только в одну сторону. Ну, хотелось бы услышать ответы на эти вопросы. Спасибо. Анна Олеговна, значит, у вас 5 детей? Да. Да, и я вас с этим поздравляю. Вот вы уже счастливый Благодарю. человек, это точно. И Благодарю. хочу, чтобы многие наши зрители, слушатели к этому присоединились, к этой оценке, и брали с вас пример из вашей семьи. Ну, во-первых. Во-вторых, учитываются, когда считается доход, учитываются все доходы. Ну и, как правило, все подсчитывается за предыдущий год, потому что данные, скажем, за этот год, вот я приводил пример подсчетов роста экономики, все равно досчет идет только в следующем году. Поэтому берется предыдущий год. Здесь можно, конечно, подумать, и я попрошу и Татьяну Алексеевну Голику, и соцзащиту нашу, на Министерство труда и соцзащиты подумать. Но самое главное не это. Самое главное то, что и по другим причинам может возникать та проблема, о которой вы сказали, а именно небольшое превышение доходов от того параметра, при котором еще выплачивают деньги в рамках вот этого единого пособия. И это чисто такой формальный подход, и долго думали на тему о том, как избежать той ситуации, с которой столкнулась ваша семья и вы. В принципе, решение принято. Оно заключается в следующем. Мы должны, учитывая эти ситуации, делать перерасчет налога на физических лиц, НДФЛ, и потом возвращать как минимум 7% от уплаченного вашей семьей налога. Мы посмотрим, как это будет работать. Надеюсь, что это будет компенсировать ваши потери, связанные с недополучением известных денег в рамках пособия, о котором вы сказали. Мы посмотрим, как это получится. Но правительство исходило как раз из того, что это вернет вам деньги, недополученные в рамках получаемого пособия. Вот это решение принято не так давно. Повторяю, надеюсь, что эта проблема будет решена. Это первое. Второе, что касается отдыха и переезда. Вы правы, есть такая проблема. Я говорил на эту тему уже и с соответствующими руководителями. И, кстати, у нас отрасль авиаперевозок работает очень стабильно, успешно. В прошлом году они перевезли, по-моему, 105 миллионов пассажиров. В этом году будет 111 миллионов пассажиров. Что там происходит? Есть решение, по-моему, в кодексе изложено, что многодетным семьям с детьми должны предоставить льготу 50%, по-моему, от тарифа. Чего делают компании? Но это от стандартного тарифа. Что компании авиационные делают? Они вводят свои льготы, маленькие, незначительные, но это уже не стандартный тариф. Да. И потом говорят, ну это же у нас льготный, у нас уже не стандартный тариф, поэтому скидку 50% предоставлять не будем. Эта практика должна быть прекращена. Я с вами полностью согласен и прошу правительство и вместе с компаниями авиационными отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года. Решим эту проблему. Вот. И что касается превышения дохода, вот, возврат 7% от НДФЛ, тоже посмотрим, как работает. Благодарю. Вам спасибо большое. Владимир Ильич, я видел еще там, вот хотят доспросить по демографии. Вот пожалуйста. Чечня важно, написано тоже про демографию. Да, пожалуйста.
Где вы? С левой стороны. ГТРК «Война», Чеченская Республика. Владимир Владимирович, вы очень часто говорите о важности демографического роста, при этом ставили в пример Чеченскую Республику. Да. Может, стоит все-таки запустить отдельную программу? Чеченскую Республику ставлю. И Туву. Вот в Чечне и в Туве с демографией все нормально. Может, стоит все-таки вести отдельную программу для регионов, которые наиболее эффективно справляются с этой задачей? И второй вопрос, с вашего позволения уже. В прошлом году вы утвердили стратегию высокоскоростной магистрали в 3 этапа. И один из них, 3-й этап, Москва-Адлер направление. По мнению большинства экспертов, если включить в магистраль Москва-Адлер, Грозный и Махачкалу, то это направление было бы более быстро окупаемым и эффективным. Что вы скажете по этому поводу? Видите ли вы целесообразность? Да, Спасибо. спасибо вам за этот вопрос. Вы сказали о том, что в Чечне все в порядке с демографией. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Все в порядке с демографией. Так и есть. И в Чечне, и в Туве. У нас 2 субъекта федерации, где все нормально. Но и в этой связи вопрос, нужно ли дополнительно что-то делать. Только сказать спасибо, так и поддержать, и брать всем остальным с вас пример. А вот что касается регионов, где уровень рождаемости меньше, чем коэффициент рождаемости 1,41, вот там точно совершенно нужно делать отдельную программу и их поддерживать. Мы так и будем делать в отношении этих регионов. Их, по-моему, дай бог памяти, где-то 35 регионов. Вот для них создается отдельная программа поддержки объемом финансирования в 75 миллиардов рублей на ближайшие несколько лет. Так и будем делать. Да, а что касается Москва, Адлер, Грозный, Махачкала, вы знаете, у нас есть несколько вопросов в этой связи. Они какие? Нам нужно обеспечить проезд по побережью Черного моря, нужно обеспечить въезд в Сочи, и нужно, значит, уничтожить пробки, которые на подходе к Адлеру скапливаются, особенно в туристический сезон. Там пробки, люди часами стоят. Это возникло потому, что когда готовились к Олимпиаде, сделали обход Сочи, а потом оказалось узкое горлышко, старая, по сути, дорога, она немножко отремонтирована, но все равно 2 потока сливаются, и старый поток, и поток обхода Сочи большого сливаются на подходе к Адлеру. Вот это нужно расшить сначала. Надо это расшить с тем, чтобы люди там в пробках не стояли. И, кстати говоря, или на входе, либо на подходе к Адлеру, там будут работать, я уж не знаю, там детали, не помню, будут работать, сказать, чеченские строители, чеченские компании строительные. Вот. А что касается Грозного, Махачкала, тоже правильно, тоже об этом нужно подумать, но следующим этапом. А идея сам по себе хорошая. Ну, давайте, чтобы никого не обидеть, вот давайте, Чечня, магистраль. Вы то же самое хотели сказать или что? Хамзат Батукаев, Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный». Наш вопрос, этот вопрос уже прозвучал, вы на него ответили, большое спасибо. Но в ходе общения с моим татарским коллегой вы дали оценку городу Казани. Я, кстати, тоже был на саммите БРИКС. И я вспомнил о том, что вы не так давно были и в Чеченской республике. И я вас спросил с места, а Грозный красивый город? Супер. Вы знаете, да, вот это чудо. Это вот современное российское чудо. Я летал над Грозным в суровые годы, когда там шла борьба с терроризмом, в том числе и прежде всего международным. Да. Сплошные развалины. Из этих развалин еще раздавались пулеметные очереди по вертолету. И тогда многие в Чечне ставили вопрос о том, чтобы столицу перенести в Гудермес. Но и первый президент республики, и действующий президент сказали, нет, Грозный – это традиционная историческая столица всей Чечни, чеченского народа, будем восстанавливать. Это чудо, то, что сделано за последние годы в Грозном. Это, конечно, результат и действующего, прежде всего, президента, а главным образом результат работы чеченского народа, его трудолюбие, его талант сыграли в этом огромную роль. Я не говорю и про мечеть, которая, знаете, любой дорого посмотреть, но какие новые сооружения, здания, архитектурные решения.
это не может не вызывать чувство гордости за то, что сделано в Чечне и в Грозном за последние годы. Я вас поздравляю с этим. Спасибо, Владимир Владимирович. Мне вспоминаются ваши слова, когда были в мечети, общались с муфтием Чеченской Республики. Вы сказали важную мысль о том, что в своих нравственных, моральных ориентирах и ислам, и православие, да и вообще все традиционные религии, они имеют один общий корень, общее начало. И если можно, я вас про Российский университет спецназа тоже спрошу. Вы его посещали. Он с недавних пор носит ваше имя в честь Верховного Главнокомандующего. Видите ли вы вот этот опыт или расширение, пожелание, оценка? Какое у вас впечатление сложилось от этого комплекса? Ну, отлично. Он вообще нужен, да? И там Росгвардия активно его использует. И люди там проходят подготовку ведь не только из Чечни, со всей Российской Федерации. Я когда вот с некоторыми бойцами разговариваю, которые сейчас в зоне боевых действий воюют, причем вроде как и не из Чечни, так, в других подразделениях, спрашиваю, где вы, откуда? И проходили подготовку в этом центре. Этот центр играет важную роль в повышении обороноспособности всей страны. Спасибо. Давайте еще парочку из зала дадим. Я вижу наши китайские друзья. Вот Синьхуа, вот этот сектор прямо передо мной. Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Хуан Хэ. Я представляю китайское информационное агентство Синьхуа. Очень рад сегодня задавать вам вопрос. У меня всего два вопроса к вам. Первое. Как вы оцениваете нынешнее состояние развития китайско-российских отношений? Расскажите нам, пожалуйста, какие главные итоги сотрудничества между нашими странами? Второй вопрос. В следующем году Китай и Россия совместно отметят 80-летие победы во Второй мировой войне, а также 80-летие со дня основания Организации Объединенных Наций. По вашему мнению, какую роль играет взаимодействие и координация между Китаем и Россией в поддержании глобальной стратегической стабильности, а также международной справедливости? Спасибо вам большое. Мы очень часто говорим о взаимодействии России и Китайской Народной Республики. В следующем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы очень многое происходило в наших отношениях, но вот в последние десятилетия уровень, качество отношений стали такими, которых на протяжении всей нашей истории, пожалуй, не было никогда. И прежде всего, я сейчас скажу и о экономической составляющей, но прежде всего это связано со взаимным доверием. Все, что мы делаем в отношении друг друга, и как мы делаем, основано на полном доверии к политике с одной и с другой стороны. Мы ничего не делаем, что противоречило бы нашим интересам, и делаем очень много, что отвечает интересам как китайского народа, так и народов Российской Федерации. Но я уже говорил по экономике. Ну, по разным оценкам, но это 220-230 по китайской статистике, до 240 миллиардов, если в долларовом эквиваленте говорить, долларов оборот. Это очень хороший оборот. За прошедший год, несмотря на такую хорошую, большую базу, рост продолжается, он такой умеренный, по-моему, 3% роста будет, но тоже рост есть. Первая часть. Вторая – инвестиционная деятельность. У нас чуть ли не 600 проектов для совместных инвестиций, тоже в объеме 200 миллиардов долларов. О чем это говорит? Это говорит о том, что будущее обеспечено. И, наконец, очень важной составляющей, на мой взгляд, является гуманитарная часть. Это вот мы постоянно проводим перекрестные годы. Год культуры, год молодежных обменов и того, и другого. Это, понимаете, это все очень важно для конкретных людей. Это база для развития экономических связей и политического взаимодействия. Важнейшей частью является региональное взаимодействие. Здесь люди, просто руководители регионов общаются друг с другом.
Ну, там и Мао-Тай присутствует, и водочка, конечно, но все там в меру, насколько я понимаю. И вот эта личная химия, она имеет значение. И между студентами обмены происходят, между высшими учебными заведениями и так далее. Теперь Великая Отечественная война. Российская Федерация и Китайская Народная Республика – это наиболее пострадавшие страны, которые добились своей победы в ходе Второй мировой войны в результате тяжелейших потерь. У нас, то говорили 20, то 25, сейчас некоторые историки говорят 27 миллионов погибших. В Китае еще больше, об этом вообще мало говорят, но в Китае больше, там свыше 30 миллионов. И то, что делали японские милитаристы на китайской земле, это ужас. Знаете, просто ужасное испытание. Через эти испытания прошел китайский народ. Но были вместе. Мы были вместе тогда. И сейчас мы вместе. И это важнейший фактор, все время об этом говорю, стабильности в мировых делах. Таким инструментом стабильности изначально был, он для этого создавался, такой инструмент, как Организация Объединенных Наций. Россия, Китай, основатели организации, члены Совета Безопасности, постоянные члены Совета Безопасности. Мы очень часто, практически всегда координируем свои действия на международной арене. И это серьезный, очень серьезный такой элемент международной жизни. Мы и дальше будем это делать. И самые наилучшие приветы лидеру Китайской Народной Республики, человеку, которого я считаю своим другом, председателю Си Цзиньпиню. Друзья, я по-прежнему призываю задавать по одному вопросу, очень сжато. Давайте Кубань, вот вижу, Кубань. Дайте, пожалуйста, микрофон, центральный сектор. Добрый день, Краснодарский край, Кавказский район, газета «Огни Кубани», Смирнова Марина. У меня вопрос такого характера. Дело в том, что сейчас очень много идет разговоров о миграционной проблеме. Рассматриваются пути ее решения. Краснодарский край большой, дружный, многонациональный, крепкий, но тем не менее проблема мигрантов существует. У нас введены строгие ограничения. По патентам можно работать только в строительной отрасли. Как вы относитесь к таким ограничениям? И вообще в регионах не хватает рабочих рук. Как Россия выходит из этого состояния? Ваше видение проблемы? Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он и для Европы является еще гораздо более острым. Но здесь действительно, с одной стороны, рабочих рук не хватает. Я уже сказал, у нас 2,3% безработицы. Это значит, что ее почти нет. Мне представители наших бизнес-кругов и министерств, ведомств говорят, сколько не хватает в стройке, в строительном секторе, сколько не хватает в промышленности. Там счет идет на сотни тысяч. И это факт, никуда не деться. Выход какой? Первое, для того, чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда. Нужно вводить использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированного труда, неквалифицированных рабочих рук. И таким образом сосредотачивать конечный результат на высокотехнологичных сферах деятельности, поэтому и не нужно будет привлекать соответствующее количество мигрантов для неквалифицированного труда. Первое. Второе. Если это неизбежно, то нужно вместе с нашими партнерами в некоторых странах, прежде всего, конечно, речь идет о странах Центральной Азии, работать над тем, чтобы людей к этому готовить. То есть развивать там сеть русских школ, изучение русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать к нам на работу, с традициями, с культурой, с требованиями российского закона. И, конечно, ужесточать требования к тем, которые находятся на нашей территории. Требования к тому, чтобы они уважали людей, в среде которых они появляются и живут.
это, конечно, дело правоохранительных органов. То есть здесь два компонента – экономический и правоохранительный. И вот эти два компонента должны быть объединены на одном месте. Очень много дискуссий было по поводу того, делать нам отдельное ведомство. У нас оно когда-то было. Либо оставить его в рамках МВД. Я считаю, что сегодня нужно укреплять эту составляющую, эту работу в рамках Министерства внутренних дел. Там нужно создавать отдельное мощное подразделение, отдельный центр или в рамках МВД, либо при МВД, куда нужно делегировать представителей из экономических ведомств, так, чтобы все решалось в одном комплексе, но в тесной работе с другими министерствами, ведомствами, так, и с регионами, естественно. Большой объем регулирования он имеется и должен оставаться на региональном уровне. И все это из одного центра должно управляться. А потом, по мере его, условно говоря, взросления, по мере получения нужных компетенций, может быть, в будущем создать и отдельное ведомство. Но так, чтобы там была и присутствовала и правоохранительная компонента, и экономическая. Ну, вот отдельные шаги здесь в этом направлении сделаны уже. Принят закон, да? Госдума приняла по поводу того, что есть право не принимать в школы детей-мигрантов, которые не владеют русским языком. Ну, в целом это понятно, как можно ребенка учить в школе, если он не владеет языком. Это отдельно тогда нужно с ним заниматься русским языком, кто за это будет платить. Поэтому здесь нужно, чтобы и люди не ущемлялись, которые приезжают, чтобы были обеспечены и гарантии, права соответствующие в области здравоохранения, в области социального обеспечения. Но так, чтобы это не ложилось дополнительной нагрузкой на местное население. И они не чувствовали себя люди в состоянии дискомфорта. Много вопросов, и, конечно, правительство должно уделить этому большего внимания. А как это развивать, я сейчас только сказал. Сначала в рамках МВД, а потом, может быть, если сложится такая обстановка, что этого потребуется сделать, создать и отдельное ведомство, но где работали бы представители разных и правоохранительных органов, и экономических ведомств. Владимир Владимирович, мы специально мониторили вопросы по теме миграции. Тема эта действительно очень острая и сложная, но вот значительная часть этих вопросов поступила от тех, кто приезжает. И приезжают далеко не всегда на заработки. Это часто наши люди, которые знают русский язык, которые хотят вернуться на родину, получить паспорт России и стать полноправным гражданином Российской Федерации. И такие обращения были из разных стран, и из стран СНГ, из Украины, как сегодня говорили, там тоже много наших людей. Поступали и из Германии такие вопросы. Вот, к примеру, нам обратился Лев Иванович Зейбель, наш соотечественник, уехавший в Германию в 90-м году, и вернулся в 2006-м. Сейчас он живет в городе Тарусе. И вот он говорит, что, имея вид на жительство, он много лет не может получить гражданство. Ответ всегда один и тот же. Вам не положено, нет такого закона. Цитата: «Только Путин может дать вам гражданство». И вот маленькая деталь: после того, как он сказал чиновникам о том, что он написал письмо Путину, разговор поменялся, сказали, какие документы приносить. И дело вроде бы пошло, но хотелось бы довести его до логического конца. Послушайте, гражданство присваивается действительно указами президента. Но это чисто формальный акт, который должен готовиться на местах, готовиться соответствующими подразделениями, комиссиями и так далее. Вы сейчас подняли вопрос, который называется работа с соотечественниками. То есть это с теми людьми, которые чувствуют себя, значит, частью России. Они владеют русским языком, они считают себя частью нашей культуры, частью русского мира. Как правило, они являются высококвалифицированными специалистами, и мы заинтересованы в привлечении именно высококвалифицированных специалистов в Россию, чтобы они здесь работали и жили. У нас вроде как целая программа даже создана для этого, но, видимо, не все еще работает эффективно. Безусловно, нужно совершенствовать эти механизмы. Вы сказали про украинцев. Мне кажется, что украинцев уже в России проживает, если не столько же, сколько в Украине, а может даже больше. Я не шучу, вполне это может быть, имея в виду тех людей, которые живут на новых территориях, в Крыму,
и тех, которые переехали к нам, это миллионы людей. И в целом у нас примерно столько же, сколько на Украине сейчас украинцев проживает. Вот, поэтому, кстати, мы приветствуем, пожалуйста. Это люди нашей культуры, это часть нашего народа, по сути. Но эти механизмы, как я сказал, безусловно, нужно совершенствовать. Мы заинтересованы в том, чтобы в страну приезжали высококвалифицированные работники, но в том числе и те, кстати говоря, которые просто являются, ну не просто, это не простая вещь, но тем не менее являются носителями наших традиционных ценностей. Это сложно определить, но для того, чтобы сделать это эффективно, нужно над этим работать. Будем это, безусловно, продолжать делать. А вот конкретно в вашем примере, дайте мне потом данные на этого человека. Да, мы точно ему поможем. В самом начале программы мы рассказали, что с нами еще есть и искусственный интеллект, и нам Гигачат помогал выбирать популярные темы по запросам. Среди самых таких топовых запросов это, конечно, вопросы жилья, ипотеки. И вы в самом начале программы тоже говорили о том, что еще будем не единожды обращаться. Вот если сейчас посмотреть на наши мониторы, мы видим, что даже на первом месте находится. Впрочем, количество обращений тоже значительное. Давайте сейчас выведем видео-вопрос от молодой семьи из Краснодара. Уважаемый Владимир Владимирович, на протяжении 3 месяцев мы не можем взять семейную ипотеку. Постоянно то у банков лимиты кончаются, то они увеличивают первоначальный взнос с 20 до 50%. Подскажите, пожалуйста, как будут обстоять дела вообще дальше с семейной ипотекой, потому что сейчас ее очень сложно получить. И также помимо семейной ипотеки практически нереально получить и сельскую, и IT. То есть постоянно у банков кончаются лимиты, плюс они ее не хотят одобрять. Меняют программы постоянно, каждый день, при подаче. Да, и банки с недавнего времени ввели так называемую программу комбо-ипотека, когда они накидывают свой процент, и процентная ставка возрастает с 6 до 13%. То есть под семейную банки просто не хотят выдавать ипотеку. Да. Как нам быть? Да, вот то, что... Спасибо вам за этот вопрос и за то, что вы обратили на это внимание. Это безобразие. Во-первых, потому что не должно быть никаких лимитов. И мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет. Потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства. Для банков это только в удовольствие должно быть. Получать значит, 6% от тех, кто использует кредит семейной ипотеки, а разницу между банковской ставкой и этими 6% возмещает государство, должно возмещать. И здесь никаких лимитов со стороны государства быть не должно. Это, да, эта разница в банках оседает, между прочим. Для них это доход и не маленький. Поэтому, если не отказывают, то это значит, что правительство вовремя не направляет эту субсидию в банки. Наверное. Я проверю, обещаю вам, обязательно проверю. Но мы договорились о том, что никаких лимитов не будет. Это первое. Второе, это касается семейной ипотеки под 3%, касается и сельские ипотеки. Сельская ипотека у нас, по-моему, под 3%, семейная под 6%, сельская под 3%. Это очень важный инструмент в жилищном строительстве. Почему? Потому что у нас из всего объема построенного жилья, а это в прошлом году у нас было там 110 миллионов квадратных метров, это рекорд вообще со времен Советского Союза. Ничего подобного раньше не было, рекорд. Вот. 50% было построено, это ИЖС. Это ИЖС. А в основном это на селе. И больше того, люди берут такую ипотеку, люди примерно 40 лет, до 40 лет или чуть старше. Они переезжают в сельскую местность, там живут, берут ипотеку, семьи строят. И эта ипотека тоже не должна иметь никаких лимитов. Это несколько десятков миллиардов для бюджета. Не критично абсолютно, ее нужно сохранить. То же самое касается IT-ипотеки. Сколько у нас там? 6%, да?
или 5, но во всяком случае это льготная ипотека. Не так уж и много народа, там совсем недавно мы это обсуждали, кто-то предлагал ее, так сказать, прикрыть. Ну, смысла большого с точки зрения экономии бюджетных средств нету. Но семейное точно остается, сельскохозяйственное точно остается. И я прошу правительства обеспечить объемы необходимых субсидий. Мы здесь наведем порядок. Дальневосточные, новые регионы тоже все же. Дальневосточная 2% остается, в Арктике 2%, новые регионы 2%. Владимир Владимирович, я сейчас предлагаю перейти к проблеме, которая, к сожалению, остается острой из года в год. Тема телефонных мошенников. Мы ежедневно предупреждаем людей на телевидении, но, увы, число жертв... Извините, кстати говоря, это, я вот говорил, 110 миллионов квадратных метров было построено в прошлом году. В этом году будет построено чуть поменьше, где-то 105 миллионов, но это тоже очень хороший показатель. Да, телефонные мошенники. Насколько актуальна эта проблема, можно понять хотя бы по цифре 250 миллиардов рублей. Столько мошенники в этом году украли у россиян. Это подсчеты Сбера. Злоумышленники звонят, ничего только не говорят. Представляются ЦБ, ФСБ. Говорят, что во всех банках вклады заморозят. Требуют переводить деньги на другие счета, даже брать кредиты. Вот в подобной ситуации оказалась и Елена Ильинична Маркелова из Казани. Вот предлагаю посмотреть сейчас ее видеовопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Маркелова Елена Ильинична. Я с города Казань. 63 года, пенсионерка. Недавно я стала жертвой мошенников. Был взломан мой личный кабинет в госуслугах, и в результате их действий я должна двум банкам 1 900 000 рублей. Мое обращение – это крик души. Как же банки, клиентам, которой я являюсь и получаю пенсию, 18 770 рублей, одобряют такие кредиты, при этом не запрашивая никаких документов о моем доходе, не запрашивая никакие контакты знакомых, которые могли бы поручиться за меня, и такие большие суммы ежемесячным платежом, который превышает мой ежемесячный доход. И в связи с тем, что сейчас большое количество обманутых мошенниками пенсионеров, не пора ли принять более серьезные меры и обязать банкам более тщательно контролировать действия своих сотрудников и также тщательно проверять заявки, особенно от лиц пожилого возраста? Спасибо. Да. Вы правы. Как зовут? Елена Маркелова. Елена Ильинична. Да. Елена Ильинична, вы правы абсолютно, но это комментариев здесь немного. Действительно, банки у нас научились быстро выдавать кредиты, выдают их просто моментально, что называется. Но они обязаны проверять платежеспособность, и даже есть определенное правило, согласно которому, если более чем 50% доходов гражданина идет на обслуживание кредита, то в этом случае выдача таких кредитов становится для банка более дорогим удовольствием, и там нагрузка на капитал для банка увеличивается. Есть правила Центрального банка. Но вот то, что происходит сейчас, это, конечно, очень большую тревогу вызывает, потому что объемы этого жульничества, они просто, знаете, зашкаливают. Совсем недавно вот на мероприятии Сбера мне Герман Оскарович Греф докладывал, рассказал о том, что вот по всей банковской системе у нас со счетов граждан только с территории Украины, где эта деятельность мошенническая возведена в ранг государственной политики, там просто под контролем спецслужб работают специалисты, центры целые по выманиванию денег у граждан России. Вот только с этого направления выманили более 250 миллиардов рублей. Это, конечно, приобретает такой очень серьезный размах. Это примерно то, что делала гитлеровская Германия, печатая деньги во время Второй мировой войны на наших союзников, в том числе Великобритании. Фунт стерлингов печатали и распространяли для того, чтобы подорвать экономику Великобритании. Но вот примерно то же самое сейчас происходит на Украине по линии вот этого жульничества. И, конечно, нужно дисциплинировать эту ситуацию, нужно обратить серьезное на это внимание. Вот эти кредиты, скажем, до 50 тысяч рублей,
пускай выдают, что называется, в режиме онлайн прямо немедленно. От 50 до 200 тысяч рублей надо бы дать, безусловно, людям хотя бы несколько часов, чтобы что-то проверить дополнительно и принять окончательное решение. Ну а 200 тысяч и более, это точно нужно растянуть хотя бы на несколько дней. Я знаю, что эти вопросы обсуждаются и в Государственной Думе, и в Центральном банке, где будут совершенствовать вот эти решения, связанные с нагрузкой на капитал, в отношении тех банков, которые дают вот такие необеспеченные кредиты. Надеюсь, что все это приведет к искомому результату. Здесь есть еще одна проблема, о которой мне председатель Центрального банка докладывала. И МВД открываются карты на людей, которые вроде в этой схеме жульнического участия не принимают, но потом, когда у граждан деньги выманивают, их сначала переводят на карты посреднические, так называемые, а потом уже мошенники оттуда деньги сдирают своих жертв. А те, кто открывает эти карты, они вроде как и ни при чем, они в этом участие не принимают. Но есть предложение усилить не только контроль, но и ответственность этих людей, которые на самом-то деле являются соучастниками этих преступлений, участвуют в этих мошеннических схемах. Формально вроде ничего не делают, но они понимают, для чего открываются карты на их имя. Есть предложение, значит, и уголовную ответственность за такую деятельность, значит, определить. Я сейчас не говорю, что это решение, но вот в этом направлении, безусловно, нужно думать. А есть у вас знакомые, которые, может быть, сами пострадали тоже от телефонных мошенников? Нет, таких знакомых у меня нет, но есть, правда, люди, это точно знакомые мои, которые мне сообщали, что им звонят, им звонили. И, видимо, будут звонить, судя по всему. Может быть, и будут звонить, но как только они слышат незнакомый голос и какие-то предложения, связанные в конечном итоге с какими-то действиями, они сразу кладут трубку. Я очень рекомендую всем гражданам страны поступать точно таким же образом. Владимир Владимирович, ну вот часто вот такие незнакомые голоса звонят из колл-центров, которые находятся на территории Украины. И замечено, что после ударов по украинской энергетике число звонков телефонных мошенников снижается. Вероятно, в этих колл-центрах просто свет пропадает. Ну, да, электричества не хватает. Да. Может быть, мы эти колл-центры можем внести в список приоритетных целей? Нет. У нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса. Могут быть и центры принятия решения. Но эти центры, мы на них боезапаса тратить не будем ни к чему. Нужно принимать соответствующие решения внутри России, в соответствующих инстанциях, в Центральном банке, в правительстве Российской Федерации и в органах внутренних дел. Дим, нас с тобой не по-доброму уже смотрит Дмитрий Сергеевич. Давайте чуть-чуть в зал вернемся. Упоминали Украину. Вот я вижу надпись «Другая Украина», вот прямо вот тоже в центральном секторе. Дайте микрофон. Уважаемый Владимир Владимирович, я Меркулова Галина, я заместитель руководителя медиаресурсов международного общественного движения «Другая Украина», представляющая интересы миллионов граждан Украины, как непосредственно на Украине, к сожалению, пока еще подконтрольно киевскому режиму, так и в России, странах Европы, мира, где открыты 55 наших организаций. Общественное движение «Другая Украина» считает единственным способом спасения украинцев от преступного, нелегитимного режима Зеленского, узурпировавшего исполнительную, законодательную и судебную власть, это воссоединение украинского и российского народов. И вот наш вопрос. При каких условиях вы готовы начать переговоры с Киевом? Если не с Зеленским, то с кем? И еще один важный аспект такой. На Украине сейчас не просто нападки на русскую православную церковь, а она практически изгнана. Как вы относитесь к этому факту? И не считаете ли, что позиции РПЦ подорваны? Спасибо. Да. Значит, прежде всего, это по поводу садитесь, пожалуйста. По поводу нелегитимности режима. Ну, я уже об этом говорил, и я так понимаю, что руководители,
идейный вдохновитель этого движения, организация, это организация, да, другая Украина. Движение. Да, это, видимо, Виктор Медведчук, да. Да, мы с ним практически не видимся, но знаю, что и он тоже так считает. Нелегитимность режима в чем заключается? Повторю еще раз. В Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения. Есть только один орган власти, это представительный орган власти, Совет, то есть Рада, полномочия которого могут быть продлены без выборов в условиях военного положения. Это, повторяю, Рада. В чем проблема для Украины? Я понимаю, что вы в курсе этого. В том, что государственное устройство на Украине таково, что целый ряд органов власти формируется президентом. Это и руководители, значит, областей, там, регионов, это руководство всех силовых структур и так далее. Но если само первое лицо нелегитимно, то все остальное тоже теряет свою легитимность по этой линии, по линии исполнительных органов власти и силовых структур. И все, что они делают, исполняя его приказы, они, значит, что они соучастники этой противоправной деятельности. Это первое. Теперь условия начала переговоров. У нас нет предварительных условий. Мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чем мы договорились, я уже 100 раз об этом сказал, в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года. Ну и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня. Эти наши тезисы были изложены Российской Федерацией, в том числе в июньском моем выступлении перед руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Вот там все сказано, нет смысла повторяться. Значит, если не с главой режима, то с кем, если он сам нелегитимный? Вы знаете, если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским. Но сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они, конечно, в состоянии этого сделать. Они в состоянии это сделать. Они могут организовать внутри Украины этот процесс как хотят. Просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимным является Рада и председатель Рады. Он полностью под главой режима находится. Это чисто формально-юридический вопрос. Внутри могут организовать как хотят. Но подписывать, если мы дойдем когда-то до подписания документа, мы можем только с легитимными представителями легитимных органов власти. Вот и все. Там еще про РПЦ был вопрос. Ага, по РПЦ. Вы знаете, что происходит с РПЦ, это вообще уникальная вещь. Просто уникальная. Ведь это грубейшее, просто вопиющее нарушение прав человека, прав верующих. Просто идет растерзание церкви на глазах у всего мира. Это как расстрел все равно. И все во всем мире предпочитают этого не замечать. Я думаю, что тем, кто это делает, это еще аукнется. Вы сказали, они разрывают. Да, так и происходит. Но это, они даже, понимаете, дело в чем? Они ведь даже не атеисты, эти люди. Атеисты – это тоже люди, которые во что-то верят. Они верят в то, что Бога нет. Но это их вера, их убеждение. А это не атеисты, просто это люди вообще без всякой веры, такие безбожники. Ведь они этнические евреи, но кто их видел в синагоге? По-моему, в синагоге их никто не видел. Они вроде как и не православные, потому что в церквах тоже не бывают. Они уж точно не приверженцы ислама, потому что и в мечети они вряд ли появляются. Это люди без роду, без племени. Им ничего не дорого, то, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж. Ну, это их выбор. Я думаю, что когда-нибудь
они вспомнят об этом. И люди на Украине, а подавляющее большинство жителей Украины все-таки имеют отношение к православию, дадут им оценку. Давайте еще пару-тройку вопросов в зал дадим. Я не могу не дать вопрос. Радио «Пурга». Вот. Здравствуйте. Радио «Пурга», Чукотский автономный округ. Анастасия Лаврентьева меня зовут. Спасибо большое за эту возможность. Я вот смотрю на мониторы, где показывают актуальность тем для регионов. И получаю подтверждение тому, что мой вопрос действительно актуален и волнует многих жителей нашего региона. Вопрос касается связи и интернета. Владимир Владимирович, у нас на Чукотке скоростной интернет есть только в столице региона. Это один единственный город. Все остальные жители региона не получают тех прелестей и важности, которые предлагает нам интернет. Ну, мало того, что развлечения, госуслуги, банковские услуги для бизнеса, они тоже недоступны большинству жителей Чукотки. Помогите как-то решить вопрос с устранением цифрового неравенства, если это возможно. Да, ну здесь много говорить не стоит, потому что у нас есть программа развития интернета, скоростного интернета, развития вообще связи, в этой связи развитие спутниковой группировки и так далее. Особенно это касается этих самых спутниковой группировки, связанные с организацией связи. Все это, безусловно, будет делаться. У нас, сейчас не буду говорить, они широко известны, эти данные открыты. Каким темпом идет работа по этому направлению и соответствующие ресурсы выделены, намечены. Никаких сбоев здесь не будет. Будем идти по этому плану. Очень рассчитываю на то, что и жители отдаленных регионов, в том числе и на Чукотке, будут в полном смысле пользоваться всеми прелестями современной цивилизации. Для такой страны, как наша, это чрезвычайно важно, потому что люди и работают все больше и больше удаленно, и образование получают удаленно. И здесь скоростной интернет имеет принципиальное значение. Безусловно, будем это делать. Даже сомнений нет никаких. Давайте Александр Гамов вот сидит на первом ряду, один из патриархов отечественной журналистики. Да, пожалуйста. Спасибо огромное. Сайт, радио и газета «Комсомольская правда». Вот. Ну и команда Путина. Я сегодня сижу с девушками, Юлия и Марина. Меня приняли в свою группу. Вот. И сегодня об этом не говорилось. Мне бы хотелось, прежде всего, поздравить нас всех и вас, Владимир Владимирович, сегодня, по-моему, по моим прикидкам, 20-я пресс-конференция, хотя коллеги пытались меня поправить, что 21-я. И в мире нет еще такого формата, и дай бог, чтобы он у нас продолжался как можно дольше, дольше и дольше. Вот. А вопрос у меня такой. Вот, вопреки прогнозам скептиков, президентская программа «Время героев» не стала проектом сиюминутным. Сказать, для галочки она работает. Вот вы лично какие надежды возлагали, оправдались ли они, возлагаете сейчас? И еще вот в последние вот буквально дни, часы у меня родился такой еще вопрос. Почему мы недостаточно бережем и охраняем своих героев? Я имею в виду не только гибель генерала Кириллова, о которой здесь сегодня вскользь говорили, но и масса было случаев, когда обижали наших участников СВО, и, собственно, правоохранительные органы становились на стражу, справедливость восторжествовала. Мы много об этом писали. И еще о времени героев, о программе. Я представляю героическую газету «Комсомольскую правду», которая и в Великую Отечественную была фронтовой, и сейчас она фронтовая. Наши военкоры мужественно работают. Мы там с 2014 года выпускаем КП в Луганске, КП в Донецке. И в следующем году нам 100 лет, 24 мая 2005 года. И просто вот меня коллеги просили передать вам приглашение, чтобы вы пришли к нам. Здесь вот Михаил Петров рассказывал, как торжественно отметили 120-летие ТАСС, вот, и наградили их орденом. Мы вас ждем 24 мая, часов в 12.
Спасибо огромное. Придете, Владимир Ильич? Я постараюсь. Спасибо. Спасибо большое за приглашение. Комсомолка – это часть жизни Садитесь, Саша, пожалуйста. Это часть жизни многих поколений наших граждан, с которыми люди утром, значит, начинали, с которыми люди утром свой день начинали и начинают, или в течение дня обращаются к комсомолке. Комсомолка становится все более и более современным средством массовой информации, во всех информационных средах работает и так далее. И является таким устойчивым, надежным, объективным средством массовой информации. Я вас хочу поздравить с результатами этой работы и спасибо за приглашение. Что касается платформы «Время героев», я уже говорил, эта идея возникла у меня после встречи с ребятами, в основном студентами, участниками СВО в Петербурге, когда я посмотрел на них и просто реально посмотрел и подумал, вот они. Вот оно, будущее страны, кадровое будущее страны. И вот так возникла эта идея создать вот такую платформу. Не буду скрывать, я приехал когда в Москву, изложил и попросил коллег в администрации реализовать эту идею. Они уже придумали название этой платформы «Время героев». И оно, на мой взгляд, очень удачное это название. В первый поток мы набрали 43 тысячи заявок поступило. 43 тысячи. Естественно, отбор очень серьезный. 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств. И я вот на съезде «Единой России» говорил, и сейчас хочу повторить. Конечно, все достойны, все наши ребята, которые сражаются за Родину, не жалея своей жизни и здоровья, они все достойны. Но есть вопрос соответствия тому направлению деятельности, где они хотели бы себя видеть. Повторяю еще раз, и образование нужно, и опыт нужно. Вот. И вообще это все-таки одно дело воевать за Родину, да, а другое дело работать с людьми. Это нужно иметь и к этому определенный талант и склонность, понимаете, это все-таки разные виды деятельности. И нам нужно из этой среды выбрать подходящих людей, которые хотят и могут там работать, в этих областях. И промашки пока нет ни одной. Просто они замечательные ребята. Сейчас у нас уже идет второй этап, то есть отбор на второй этап. Уже 15 с лишним тысяч заявок поступило. Сбор будет продлен на следующий год, до, по-моему, середины января там, или до февраля. Во всяком случае, работа идет активно. По первому набору работа продолжается, но уже многим сделаны предложения. Многие уже даже работают. И руководителями регионов даже некоторые назначены, чему я очень рад. И в бизнес попадают, и попадают в органы власти и управления всех уровней, и регионального, местного, и федерального. И в крупные компании попадают. И вот хочу повторить то, что было мною сказано на съезде «Единой России». Вот я был недавно в центре реабилитации, посмотрел, там ребята с тяжелыми травмами. Кто-то и без ноги, и без руки. Но вы знаете, что я хочу сказать? У них глаза горят. Они хотят, готовы работать и работать активно. И они могут это делать. Современные средства реабилитации, именно современные, позволяют все это сделать практически без всяких исключений и скидок на здоровье, на ограничения по здоровью. Надо им только помочь. Один, повторю это еще раз, я запомнил его лицо, он говорит, да, я понимаю, что здесь образование нужно, опыт. У меня нету ни образования должного, ни опыта, но я хочу. И вот такие люди, они и нам нужны. Те, кто готов и хочет работать, им нужно только помочь, найти и помочь. Это, знаете, я когда приходил в секцию по дзюдо, сейчас мне в голову это пришло, нам тренер
Рахлин Анатолий Семенович, она в свое время сказал: подтянитесь кто сколько может. И некоторых не взял, кто подтянулись больше, чем я. Мы потом, уже через несколько лет, спрашивали: Антон Семенович, а почему так вы, вот там ребят мы не взяли, а вот нас, мы поменьше же подтянулись? Знаете, что ответил? Вот какой был мудрый человек. А потому что вы делали до последнего. Руки дрожали, понимаете, подбородком тянулись, но вот прямо старались вовсю. А там, кто побольше вас, там посмотрел, что вы столько-то, они подтянулись спокойно, а могли бы еще, а они не боролись. Они не отдавали себя. А вот эти ребята отдают себя целиком. Они хотят. И надо им помочь, надо их поддержать. Да, но это очень важный вопрос. Да, я понимаю, вы правы. Ну, что можно сказать? Во-первых, нам эти попытки, они не первые, так, они известны. Устремления противника нам понятны. К сожалению, это покушение является не единичным, и не только на военнослужащих. Я уже говорил о вашем американском коллеге, и на журналистов покушение, на общественных деятелей покушение. Значит, достаточно вспомнить только убийство Дугиной. Да? Ну что это такое? Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима. Но это, конечно, и значит, что наши соответствующие правоохранительные специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары. Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов. Вот и все. Спасибо. Да, вы знаете, я хотел бы вот в центральной, правая часть центрального сектора, я там увидел весьма популярного молодого блогера. Это середина где-то, вот повыше. Вот он встал, да. Такая нетрадиционные гости у нас. В каком смысле? Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Влад Бумага, я известный видеоблогер. Мои соцсети насчитывают более 80 миллионов подписчиков. В основном это молодежь, и, как нам известно, молодежь сейчас в интернете проводит очень много времени, в среднем от 5 до 8 часов каждый день. Половину от этого времени они проводят за просмотром видеоконтента. А я, в свою очередь, как и многие другие авторы, мы занимаемся активным развитием наших российских платформ, например, таких как ВК-видео. Да, эти площадки сейчас не такие большие, но демонстрируют хороший, уверенный рост и предоставляют действительно качественный сервис. И в связи с этим вопрос: а зачем блокировать YouTube, если наши площадки и так хорошо справляются? Они конкурентоспособны и предлагают отличные условия, альтернативу для авторов. Тем более туда можно выкладывать контент и транслировать наши идеи и смыслы на более широкую аудиторию, чем только на русскоязычную. Еще один важный вопрос. Как я и говорил раньше, меня знают и смотрят практически все дети нашей страны. И скажу больше, я и сам в этом году стал отцом. Да. Поздравляю. Спасибо. И поздравьте вашу жену. Обязательно. Всего, это ее заслуга. Да. И вот скажите, я как человек, фактически, на чьих видео растет целое поколение, какие ценности я должен транслировать аудитории? Или, может быть, что я точно не должен транслировать аудитории? И скажите, вот как вы считаете лично, какие идеи и смыслы должны быть во главе у молодежи? Так сказать, дайте напутствие, мы возьмем на заметку и будем работать. Спасибо. Ну, первое, по поводу торможения YouTube. Здесь, да, здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне. Ну, что происходит? Для того, чтобы здесь заниматься вот тем, чем вы... Да, извините, сначала Влад Бумага, это ваш псевдоним? Бумага? Это моя фамилия настоящая, да. Понятно. Ну, отлично. Значит, Бумага в известной игре сильнее камня. Поэтому я вас поздравляю с 80 миллионов, вы сказали, да? Ну, это, конечно, такой уникальный результат. Это значит, что контент, который вы создаете, он
отвечает тому, чего ждут эти 80 миллионов человек. Это результат вашей творческой работы, и я вас с этим поздравляю. Это первое. Второе, что касается торможения. Дело в чем, чтобы Google, да, он же Google хозяин YouTube, да, он когда создавал здесь у нас свою сеть, он создал и соответствующие дочки в России, юрлицы, которым он платит, создавал, значит, сервисы соответствующие создавал, которые надо обслуживать. Вот создав эти дочки, он работал с ними, а после того, как на Западе начали вводить различные ограничения и санкции, Google практически перестал или сократил их финансирование, сократил поставку сюда соответствующей техники. И таким образом создал сам для себя определенные проблемы. Это первое. Второе, YouTube и Google должны соблюдать наши законы, должны избегать какого-то жульничества в сети, а именно не должны использовать и злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств. Что имею в виду? Ну вот в поисковике начинает человек что-то искать, какую-то тему. Культура, музыка, а там вместо культуры и музыки вылезают какие-то вещи, которые ни к культуре, ни к музыке не имеют никакого отношения, так, а являются пропагандой какой-то политической платформы. Или начинают практически изымать из оборота имена наших артистов, тех же блогеров, политических деятелей и так далее. И это все является нарушением соответствующих законов Российской Федерации. Роскомнадзор соответствующим образом предъявляет к ним претензии. Контролирующая организация предъявляет претензии. И правильно делает. Поэтому они должны выбрать. Или они соблюдают наши законы и, наверное, тогда могут подпадать под какие-то ограничения у себя в стране, но тогда там пусть и работают. Или, если хотят здесь работать, пусть действуют в соответствии с законами Российской Федерации. Ну, а то, что вы сказали, святое место, как у нас говорят, пусто не бывает, конкуренция растет, и ВК, и Телеграм, и Рутюб, значит, все развивается. И поэтому, если Google и YouTube, значит, понимая это, как-то будут изменять свой контур работы, так, то и никаких проблем у них не будет. Но теперь по поводу того, на чем воспитывать, как это делать, чего не делать. Вы знаете, я уверен, Влад, что советы эти бесполезны. Просто вы и такие люди, как вы, особенно вот теперь, когда вы отцом стали, когда у вас ребенок появился, чувство ответственности наверняка возрастает. И эта ответственность перед своим ребенком, перед его будущим и страной, где ваш ребенок будет жить. Вот это чувство ответственности вас сориентирует. Вы люди умные, современные, сориентирует вас даже лучше, чем я это сделаю, по поводу того, что является полезным для наших детей в будущем, а что является вредоносным или недопустимым. И с чем вам нужно бороться не по моему указанию, а по зову сердца. Спасибо. Давайте, может, еще парочку. Я незаслуженно абсолютно обделил вниманием. Вот я вижу ТВ-3. Давайте ТВ-3. А вот можно вас на секундочку прервать? Поскольку мы про детей говорили, вот девушка сидит, обман семей с детьми. В чем заключается обман семей с детьми? Видимо, не про пособие, потому что про них можно поговорить. Не знаю, да, я вроде говорил про пособие. Скажу вам. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Елена Усманова, деловая газета Татарстана, Бизнес-онлайн, да, снова Татарстан. Сначала хочу вас действительно поблагодарить от имени Казани, что ей выпала такая честь проводить саммит БРИКС. Но вопрос мой, как вы понимаете по плакату, совсем о другом. В Татарстане группа мошенников обманула сотни семей, которые мечтали о своем доме. Они взяли ипотеку с господдержкой, льготную ипотеку, но дома им так и не построили.
Так вот, расскажите, пожалуйста, будут ли помогать обманутым ИЖСникам, как когда-то помогали обманутым дольщикам? Получается, сейчас люди продолжают платить ипотеку фактически за воздух. При этом государство продолжает перечислять банкам господдержку фактически за те дома, которые не существуют. Когда же все-таки будут помогать людям, а не банкам? Послушайте меня, дело совершенно не в банках. У нас создано... да, не уходите, пожалуйста, оставьте. У нас создана, значит, соответствующая система искровых счетов, куда люди, если они берут ипотеку, значит, они перечисляют деньги на искровые счета, и эти деньги являются замороженными до тех пор, пока люди не получают свои квадратные метры. Куда они эти деньги Нет, направят? тут дело про ИЖС, то есть но дома. ИЖС то же самое. Ну вот так, на тот момент, видимо, это ИЖС, не действовало. ИЖС у нас полностью попадает под ипотечное кредитование, значит, на селе, как сказал, 3%, значит, и в тех 110 в прошлом году и 105 миллионов квадратных метров, которые мы построили, 50% ИЖС, 50%. Это вообще прорыв. Но деньги должны быть на искровых счетах. Куда люди перечислили эти деньги? И зачем, если это не на искровые счета? Я вообще не понимаю даже, о чем вы сейчас говорите. Ну вот такой случай у нас случился в Татарстане. Сотни семей действительно оказались в таких ситуациях. Но куда деньги-то они перевели? Вы сможете мне ответить? Нет? Я вам тут вот тонкости эти не скажу. Я знаю, что они брали... Послушайте меня, как вас зовут? Елена. Лена, но эти тонкости имеют значение. Давайте обязательно с этим... Экскровых счетов там точно не было. Ну, послушайте, а как же они деньги? Леночка, это может иметь отношение к тому, что делается с деньгами наших граждан, когда выманивают у них деньги с их счетов. Давайте с этим обязательно разберемся, потому что на этом конкретном случае надо будет, значит, проецировать его на другие возможные случаи подобного рода и предотвращать это мошенничество. Я даже не понимаю сейчас, о чем вы говорите. Дайте, пожалуйста, нам более подробную информацию. Хорошо, Лена? Это чрезвычайно важная вещь, потому что дело в чем? Дело в том, что вот у нас недостроенное еще жилье, да? Но я что могу сказать? Что вот те деньги, которые пришли на искровые счета, а их в общем объеме почти или даже чуть больше 7 триллионов рублей. Это больше, чем 65% от того, что собрано и что нужно для того, чтобы достроить жилье, которое профинансировано, по сути, гражданами в 2025 году. Я почти гарантированно могу утверждать, что это жилье будет построено. И никто без квартир не останется. Потому что задел сделан, деньги есть на этих счетах, они защищены. Если речь идет о каких-то случаях без использования искровых счетов, дайте, пожалуйста, эту информацию. С этим надо разобраться. Спасибо. Да, мы возьмем эту информацию. Вот ТВ-3 мы хотели дать слово. Владимир Ильич. Давайте, вот Турция здесь. Давайте про Турцию. Да, ну, извините. Сейчас, ну, давайте ладно. Турция. Обязательно. Сейчас обязательно к вам вернемся. Али Джура, агентство «Анадолу». Господин президент, Израиль нарушает международные права, убивая десятки тысяч людей, в том числе детей, в Палестине и Ливане. Сейчас Израиль пользуется ситуацией в регионе, чтобы оккупировать Сирию и нарушает ее суверенитет. Как вы прокомментируете действия Израиля и в целом о регионе? У вас был разговор с президентом Эрдоганом? Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Мы находимся в постоянном контакте с президентом Эрдоганом. Я уже не помню, когда мы разговаривали с ним последний раз, но мы, конечно, обсуждали ситуацию в регионе, на Ближнем Востоке. Отношение президента Эрдогана и Турции к происходящим на Ближнем Востоке событиям всем хорошо известно, и наша позиция хорошо известна, и по Ливану, и по Палестине. Мы считаем, да, наша позиция, она не подвержена какой-то конъюнктуре текущей. Мы всегда так считали и сейчас полагаем, что решить палестинскую проблему можно
только убрав причины ее возникновения. Было принято решение Советом Безопасности ООН в свое время о том, что должны быть образованы два государства – Израиль и Палестина. Израиль создан, Палестина фактически до сих пор так и не создана. В этом вся проблема. Больше того, со стороны Израиля продолжается и так называемая незаконная поселенческая деятельность. Я не знаю, какие цели окончательные Израиль преследует в секторе Газа, но это достойно только осуждения. И мы неоднократно это делали практически на всех уровнях, начиная и с общественного уровня, и нашей позиции в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Здесь и добавить нечего. То же самое касается Ливана. Что в отношении Сирии? Мне думается, что скажем откровенно, Турция делает все для того, чтобы обеспечить свою безопасность на своих южных рубежах в ходе развития ситуации в Сирии, создать условия для возвращения беженцев со своей территории на другие территории Сирии, которые сконцентрированы на территории Сирии под контролем, находящейся под контролем фактически Турции, отодвинуть, может быть, курдские формирования там от границы. Все это, наверное, возможно. И, может быть, даже будет в какой-то степени, в каком-то объеме сделано. Но все-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии, главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль. И можно как угодно относиться к тому, что делает Израиль. Россия осуждает захват любых сирийских территорий. Это очевидно. Наша позиция здесь не подлежит никакой корректировке. Но Израиль решает тоже для себя вопросы, связанные с безопасностью. Вот уже эта линия на голландских высотах, всем хорошо известная линия. Израиль продвинулся по фронту на 62-63 километра, на глубину до 20-25 километров. И он вошел в укрепления, которые были созданы для Сирии еще Советским Союзом. Это типа линии Мажино. Там такие, знаете, серьезные укрепления. По-настоящему. Мы надеемся, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но сейчас он заводит туда дополнительные войска. Уже, по-моему, несколько тысяч там войск. И у меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются там усиливаться. Более того, местное население уже обратилось с просьбой включить их в состав еврейского государства. И это уже тогда будет другая проблема. Если все, что происходит, приведет к дезинтеграции Сирии, то тогда это вопросы, которые должны будут решаться местным населением в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и с правом наций на самоопределение. Это сложный вопрос, это не для сегодняшнего обсуждения. У Турции, конечно, мы знаем, такая длящаяся уже десятилетиями проблема с рабочей партией Курдистана. Надеюсь, что никакого обострения не будет, но некоторые политические деятели Европы совсем недавно на встречах говорили, что вот после Первой мировой войны курдам обещали собственное государство, их обманули и так далее. Но вот курдов в этом регионе, это в Турции, сколько там миллионов, там не 1,1 миллиона, да, в Иране, в Ираке, они компактно проживают, сколько там курдов, вы даже лучше меня знаете, но минимум 30-35, да? Вот это серьезная курдская проблема, и курды серьезные ребята, серьезные бойцы. Вот они, Мемич, по-моему, оставили, но бились до последнего. Они так и делают. Значит, и нужно решать как-то курдскую проблему. Значит, в рамках Сирии при президенте Асаде нужно было это решать. Сейчас нужно решать.
с теми властями, которые контролируют территорию Сирии. Нужно и Турции как-то обеспечить свою безопасность. Мы это все понимаем. Это не для сегодняшней нашей встречи, чтобы не терять время. Я просто хочу сказать о том, что проблем будет много. Но мы на стороне международного права и за суверенитет всех государств при соблюдении их территориальной целостности, имея в виду и Сирию, в том числе имея в виду и позицию по этим вопросам действующих властей, которые контролируют сегодня территорию Сирийской Арабской Республики. Мы в этом смысле мы на их стороне. Мы, кстати говоря, с ними в контакте. Мы в контакте со всеми группировками, в том числе с основными, которые сейчас в Сирии контролируют ситуацию. Значит, все-таки обещали ТВ-3, тем более военкор. Да. Военкор. Извините, да, пожалуйста. Владимир Ильич, Александр Малькевич, итоговая программа на ТВ-3. Сначала коротко, просто бойцы просили передать слова благодарности. На прошлой неделе вы встречались с членами СПЧ, поддержали идею о создании Федерального музея СВО. Вот сохранение исторической памяти, особенно в креативных формах, это и есть наш медиа-орешник вот в той информационной войне, которую пытается Запад с нами вести. А от питерцев отдельно слова благодарности за присвоение высокого почетного звания гвардейский нашему легендарному Ленинградскому полку. А теперь вопрос по поводу фонда «Защитники Отечества». 1,5 года он работает, созданный в апреле 2023 года вашим указом. Вот в этом году вы оцениваете как работу фонда по 5-бальной или по 10-бальной шкале. В следующем году какие основные задачи вы перед фондом ставите и главный критерий эффективности фонда для вас вот этого? Садитесь, пожалуйста. Значит, что касается работы фонда «Защитники Отечества», по-моему, он в июне был создан, не в апреле, в июне, ну, неважно это. Да, ну, начал работать, да, в июне. Он тоже был создан после, знаете, когда? После того, как у меня прошла встреча с матерями участников специальной военной операции, со вдовами. И я понял, что обычных методов поддержки, которые у нас были до сих пор, и ребят наших, которые нуждаются в этой помощи, и получили тяжелые ранения, инвалидность, и семей погибших наших героев, обычных мер поддержки недостаточно. Нужно создавать какой-то отдельный механизм, отдельный инструмент, в том числе для тех, кто теряет свои связи с вооруженными силами. Фонд «Защитники Отечества» для этого был и создан, для того, чтобы поддержать ребят, которые уходят с военной службы, но требуют внимательного отношения со стороны государства. И причем не формального внимания, а именно индивидуального подхода к каждому человеку, к каждой семье. Фонд для этого был создан. В его задачи входит что? Решение социальных вопросов, это получение различных пособий, выплат, это для тех, кто нуждается в протезировании и получил инвалидность, в организации этого протезирования. И вот надо отдать должное фонду. Они молодцы, они заказывают не просто какое-то изделие, они услугу целиком заказывают. Это связано с обучением ребят, с подбором соответствующего объекта для протезирования. Они смотрят дальше по обслуживанию, причем так, чтобы оно было необременительным, чтобы не нужно было гоняться из одного края света. У нас страна огромная, для обслуживания, значит, ехать там через всю страну. Эта проблема до сих пор существует, но они над этим работают. Вот это была все их задача. Сейчас я разговаривал недавно с Анной Юрьевной Цивилевой, с Анной Евгеньевной. Она говорит, что сейчас появляются, знаете что, в запросах появляется что меня очень порадовало. Идут запросы от ребят по поводу того, по поводу трудоустройства, и это одно из важнейших направлений деятельности, кстати говоря. Но сейчас идут все больше и больше запросов по поводу занятия спорта и участия в культурных мероприятиях. И вот это, конечно, здорово. Понимаете, это значит, что все-таки какой-то
тренд на изменение ситуации к лучшему, он все-таки имеет место, он наметился. Это очень хорошо. Но важнейшая задача – это, конечно, трудоустройство. Я уже говорил, молодые ребята, значит, глаза горят, и подготовка есть. Многие хотят такую подготовку получить. И в современных условиях, конечно, можно оставаться в вооруженных силах, такое решение принято, но не только работать в военкоматах, где, кстати, уровень доходов не такой уж большой, достаточно скромный уровень дохода, но можно работать в IT-сфере, так, можно работать в медицине, да можно где угодно, в спорте тоже можно работать, и в военном спорте, и в таком гражданском спорте. Способов найти себя очень много, таких возможностей все больше и больше, с учетом современных технологий и пожеланий конкретного человека. Вот в этом над этим они работают. Работают успешно в целом. Ну, знаете, всегда есть какие-то, в такой масштабной работе всегда есть какие-то проблемы. Но там очень много людей работает, которые имеют прямое отношение к проведению специальной военной операции. Либо, к сожалению, вдовы погибших наших ребят, матери наших ребят, которые еще воюют там. В общем, это люди неравнодушные к тому, что происходит. И в этом смысле, и, может быть, поэтому, да, кстати говоря, и ребята сами, которые вернулись с фронта, там работают, но, наверное, в значительной степени поэтому и достаточно эффективно складывается работа. Я не хотел, значит, соглашаться с тем, чтобы руководитель фонда Цивилева Анна Евгеньевна перешла на работу в Министерство обороны, но потом все-таки уступил предложению министра Белоусова, потому что он мне сказал, что он полагает целесообразно потом организовать такую бесшовную работу. То есть и с теми ребятами, которые остаются в рамках вооруженных сил, в рамках Министерства обороны, и с теми, кто еще воюет, но нуждается в каких-то мерах поддержки, и с теми, кто уже вышел за периметр Министерства обороны. Нужно сделать такую бесшовную работу. И они вот совсем недавно, летом, по-моему, создали такой социальный центр. И теперь это социальные центры Министерства обороны и Фонд защитника Отечества организуют свою работу в рамках одного окна, где и люди, которые в Министерстве обороны остаются, и те, кто уже покинул, так сказать, периметр министерства, там объединяется работа по двум этим направлениям. В целом проблем наверняка много, но в целом так работа настраивается. Но вы знаете, вот по ранениям они тоже принимали участие в выработке ранений. У нас все получали по 3 миллиона и за мелкое, такое небольшое, там царапину, ну и даже за ранение, но небольшое. И те, кто получал и тяжелую травму, и связанную с инвалидностью, все получали там по 3 миллиона. Сами же военнослужащие попросили, обращаясь к Министерству обороны, к Фонду защитники Отечества, поменять эту систему. И мы начали платить тем, кто получил тяжелые ранения, 4 миллиона. Но когда мне это все докладывалось, я увидел, что за периметром этой выплаты остались ребята, которые получили тяжелое ранение, инвалидность получили, но получили 3 миллиона. А теперь мы начали платить 4. Ну, естественно, мне в голову пришла простая мысль. А те, кто получил 3, значит, им не доплатило государство миллион. Я сказал, нет, надо заплатить всем задним числом. Да. И вот сейчас ребята все получают этот дополнительный миллион. И получают достаточно активно. Эту работу тоже организует Фонд защитники Отечества. Я предлагаю вернуться к обращениям россиян. Вот вы наверняка видели, что среди этих обращений... Извините, вот Ксения там руку все время тянет. Пожалуйста, Ксюша. Владимир Владимирович, Ксения Собчак, «Осторожно, медиа». Вот вы затронули как раз очень важную тему про одно окно и такие возможности у Министерства обороны. Я хотела об этой проблеме поговорить с другой стороны. Вот мы, в частности, и многие другие люди, журналисты, звезды шоу-бизнеса, просто неравнодушные граждане, делают различные проекты. Вот, в частности, мы уже 2 года занимаемся
большим проектом по помощи людям из Белгородской и Курской областей, нашим согражданам, которые пострадали от атак ВСУ. Вот более 600 семей уже в этом году мы сумели помочь. И мне кажется, людей таких неравнодушных очень много. Было бы очень хорошо, как вы считаете, можно было бы в этом помочь, сделать тоже такое единое окно для того, чтобы совместить эти общественные гражданские инициативы с соцработниками и с той государственной структурой, которая уже есть. То есть сделать это на общественных началах, но так, чтобы была возможность вот этого единого окна по всему спектру помощи, потому что в основном мы сталкиваемся с проблемами трудоустройства на новых местах, с проблемой устройства в детские сады и прочие учреждения для семей, которые с детьми временно переселяются. Вот. Возможно ли было создать такое единое окно для подобных гражданских инициатив? Ну, во-первых, хочу сказать вам спасибо за то, что вы это делаете. Это чрезвычайно важная вещь. Помощь конкретным людям. Первое. Второе, конечно, когда это делают волонтеры, за что всем волонтерам хочу выразить слова благодарности, они не просто работают, они собой рискуют. Есть и потери, к сожалению, среди волонтеров. Ну, вот, а когда они это делают, то, конечно, они доходят до конкретного человека и тоньше иногда чувствуют, что получается у государства, а где что-то сбоит, как в народе говорят, где что-то не получается. Вот. Поэтому, конечно, здесь у нас есть, я уже говорил в отношении Курской области, есть просто программа восстановления Курской области, на которую и средства выделяются, они практически выделены уже. То же самое будет происходить и происходит, конечно, и в других пограничных областях, и Белгородской, и Брянской. Здесь никто не останется без внимания. Но конечно, вы, наверное, чувствуете это тоньше и острее. Я подумаю, как это сделать сам, и обязательно попрошу на соответствующие наши ведомства, и Минобороны, и с губернатором мы поговорим, каким образом объединить эти усилия, одно окно создать, либо какой-то там, какой-то инструмент для координации усилий. Обязательно подумаем, Ксения. Спасибо. У меня сейчас нет прямо прямого ответа, но постановка вопроса абсолютно правильная, и мы подумаем, как это сделать. Спасибо. Владимир Владимирович, тема СВО, предлагаю продолжить тему поддержки военнослужащих и их семей. Вы наверняка видели, что среди обращений, которые пришли в программу, были также просьбы помочь разобраться с начислением выплат семьям, военнослужащим. Также были просьбы помочь отыскать людей, которые сейчас числятся пропавшими без вести, либо с ними нет связи, либо по имеющейся информации родственников они попали в плен. Владимир Владимирович, можно ли дать отдельное поручение Минобороны разобраться с этими случаями? Людям тяжело в неведении. Можно как-то скорректировать, настроить эту систему информирования семей военнослужащих? Это очень чувствительный вопрос для многих людей. Одно дело, когда человек воюет, и дай бог, чтобы все было хорошо, и там разные виды выплат существуют, они в целом достойные, это боевые, так называемые, потом в некоторых случаях так называемые командировочные для тех, кто оказался там даже в этих некоторых регионах до начала специальной военной операции, рассматривалась как командировка. Значит, потом начисления за участие в наступательных штурмовых операциях, за участие в организации обороны. Там разница есть небольшая. Но все ясно, за что. Когда человек с радаров исчезает, то здесь возникает вопрос поддержки семей. Здесь мы обсуждали этот вопрос, и я перед министром обороны этот вопрос ставил. Он знает об этой проблеме. И здесь как минимум две вещи нужно сделать. Во-первых, нужно принять, ускорить
или сократить сроки принятия окончательных решений. Потому что информации нет, люди перестают, семьи перестают получать соответствующие выплаты, потому что человека нет, он не участвует ни в наступательных, ни в оборонительных мероприятиях, боевые там не получают и так далее. И сокращаются объемы поддержки семей. И здесь Министерство обороны вместе с правительством должны принять другое решение. Что может заменить хотя бы часть этих выплат? Там есть разные идеи, какое-то пособие на детей сформулировать, либо какое-то другое решение принять. Но вот нужно принять решение и по временным мерам, и ускорить принятие решения по окончательному закрытию вопроса. Я сейчас не буду вдаваться в детали. В целом Министерство обороны знает об этом и над этим работает. Ну, тем временем мы работаем уже больше 3 часов, практически 3 часа и 10 минут. Вопросов у нас много, вопросы разные поступают. Я предлагаю сделать короткий блиц. Дим, ты как на это смотришь? Давай начинаем. Начну с вопроса Георгия Арефьева из Смоленской области. Почему на совещаниях, которые вы проводите, большие чиновники просят вашего поручения, чтобы самим начать что-то делать? Не нужно здесь ругаться на чиновников. Дело в чем? Дело в том, что процесс принятия решения, он непростой. И когда вопрос доходит до меня, то это, как правило, такие вопросы, такие проблемы к решению подходов. Есть разные точки зрения. И одни коллеги считают, что нужно решить это таким способом, другие таким способом. И поручение, как правило, нужно для того, чтобы определиться. Вот есть спор какой-то, есть развилка, как говорят в правительстве, при решении какого-то вопроса. Тогда коллеги приходят ко мне и просят принять окончательное, что называется, командирское решение. Вот. И тогда просят поручение, чтобы уже ничего не забылось. Решение окончательное такое, сформулировано в поручении, вперед. Все начинают работать. Если такой вопрос... И потом просто, знаете, бюрократических всяких заковырок много. Иногда просто, даже все согласны. Нам нужно, чтобы это было положено на бумагу и исполнялось как нормативный акт. Следующий вопрос. С кем из ныне живущих или ушедших личностей вы бы хотели выпить чашку чая? Из ныне живущих личностей я бы хотел почаще встречаться со своими друзьями и близкими мне людьми. И чайку с ними выпить, пообщаться, поговорить. Если говорить о там, ушедших там, мировых лидерах, то вот у меня были контакты, не такие уж близкие, но тем не менее достаточно на протяжении достаточно большого времени, длительного времени с канцлером ФРГ Колем, господином Полем. Он был такой фигурой, конечно, международного масштаба, и не только в силу того, что он был крупным мужчиной, но и по своим действиям, по своим убеждениям. Он после буквально первой встречи с ним в 1993 и на протяжении длительного времени, он уже когда перестал быть канцлером, не часто, но регулярно приезжал ко мне в гости. И я имел удовольствие с ним, именно удовольствие с ним беседовать. Это был, как говорили в свое время в Советском Союзе, крупный политический деятель современности. Он много сделал для своей родины, для немцев многое сделал, но он был крупным европейским мировым политиком. И я с интересом вспоминаю многие наши с ним разговоры. Они были очень для меня полезными. Говорю без всякого преувеличения. Очень полезными. Вот очень интересно был человек, президент Франции Ширак. Просто интересно. Он вообще был, знаете, как энциклопедист, как академик. Чего не спросишь, он все знает. Вот даже любопытно. Вот честное слово. И на все у него было свое мнение. Он его строго придерживался, это мнение. Он был очень корректным, галантным человеком. И я от него тоже многому научился. Говорю честно, так же, как от Коля многое услышал и как бы для себя это подметил. И от Ширака манеры поведения его, там, это вот
интеллигентность его поведения и так далее. Немножко другим человеком, но тоже весьма теплым таким в общении, но деятельным, очень хватким был Берлускони. Он очень много сделал, даже как и Ширак, для развития российско-итальянских отношений. Даже несмотря на то, что происходит сегодня, мы чувствуем, в итальянском обществе есть определенная симпатия к России. Так же, как у нас есть симпатия к Италии. Все они внесли очень существенный вклад в развитие двухсторонних отношений, но и в мировую политику. С ними было интересно. И потом они были личностями с собственным мнением, и это все концентрировалось на достижении максимального результата для своих собственных стран, на укрепление суверенитета их государств. У меня сейчас много в Азии, я уже говорил про дружеские отношения с Китаем, говорили, с Китаем, и с Индией. У меня очень теплые отношения с премьер-министром Индии. Есть с кем общаться. Но так же, как и любому человеку, хочу еще раз сказать, прежде всего это мои близкие, и некоторые у меня друзья сохранились еще с детства, поэтому я этим очень дорожу. Дим, давай следующий вопрос. Владимир Владимирович, у меня то ли вопрос, то ли просьба дать совет от Татьяны Прохорова из Чувашии. У вас есть вклады в банках? Если да, то в каких? Изначально у меня был вклад в Сбере, но, по-моему, так сохранился. А потом, когда Банк России был поставлен под санкции, это было первое финансовое учреждение, я просто демонстративно перевел туда свои деньги и, по-моему, зарплату туда перечисляю. Так, ну что, следующий вопрос. Вам Эльвира Набиуллина сказала, какая будет завтра ставка ЦБ? Да. Я думаю, это интересует не только Валерия Семенова, который из Псковской области написал этот вопрос. Да, нет, она мне не говорит, какая будет ставка. Она сама, наверное, этого пока не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей комсомольской ячейке, и в ходе дискуссии принимают окончательные решения. Но надеюсь, что оно будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня. Такой вопрос. Прогнозы Владимира Жириновского о развитии ситуации на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе сбываются. А сбудутся ли другие предсказания основателя ЛДПР? Я, естественно, был знаком хорошо с Владимиром Вольфовичем. Он не предсказатель, он не был предсказателем. Но он был человеком, он любил эпатаж и с удовольствием эффектно все это делал, занимался этим. Но он был человеком очень эрудированным и очень хорошо подготовленным. Он же вообще специалист был по Ближнему Востоку. Он был реально экспертом. И все, что он говорил, сбывается действительно, потому что он говорил это на основе анализа того, что происходило и в нашей стране, и в мире, и прогнозировал развитие ситуации. И это сбывается действительно. Поэтому это именно прогноз, основанный на реальных знаниях и на том опыте, который у него был как у специалиста. Ну, я предлагаю к Блицу вернуться чуть позже к концу программы. Видно уже, что уже Дмитрий Сергеевич. Да. 2 миллиона 200 тысяч вопросов, конечно. Я не совсем вижу, что у вас на бумажке, но вы давно тянете руку. Вот там мужчина в маске. Здравствуйте, Светлана. Ладно, вы следующий, хорошо? Хорошо. Могу, да? Да, говорить? пожалуйста. Светлана Шевченко, Новосибирск, Новосибирская область. Дело в том, что мы являемся аграрно-промышленным регионом, производим продукцию по добавленной стоимости, на экспорт, качественную продукцию. Однако в последнее время у нас острая нехватка молодых кадров на селе. Мы действительно это чувствуем, несмотря на сельскую ипотеку, несмотря на развитие сельских территорий, кадров не хватает. Владимир Владимирович, что бы вы нам посоветовали, какие меры принять, чтобы привлечь новые молодые кадры и сохранить тех, кто уже проживает на селе? Извините, очень важный вопрос, потому что сельское хозяйство одна из ключевых отраслей экономики Российской Федерации. Я уже говорил, она развивается хорошим темпом, 3% в год, и нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве. Ну вот я уже приводил этот пример, если я ничего не перепутаю, скажу. В 1986 что ли, году Советский Союз закупил 35 миллионов тонн зерновых. А в этом году, в прошлом, мы поставили 66 миллионов тонн на экспорт.
Еще в 2000 году мы уже начали экспортировать, но это был 1,2 или 1,3 миллиона тонн. А сейчас 66 миллионов тонн. Ну, просто это кажется невозможным, но это происходит. Значит, смотрите, мы входим в число 3 крупнейших экспортеров продовольствия на мировой рынок. А по пшенице занимаем вообще 1-е место в мире. И несмотря на то, что у нас в прошлом году был вообще рекордный урожай, там сколько было, 148 миллионов, сейчас будет 130, но это тоже очень большой урожай. Мы стабильно на протяжении 10 лет, у нас свыше 100 миллионов тонн. И стабильный, большой очень ресурс для экспортных операций. Но полностью, я уже сказал об этом, закрыли себя по мясу, 100% и экспортируем. Значит, есть проблемы, связанные с молоком, с плодоовощной продукцией, но есть и программа развития. Все постепенно, все растет, все растет. Одна из важнейших проблем – это социальные вопросы на селе, это жилье, это культура, образование. Есть программа социально-экономического развития села. Она в целом обеспечена финансированием. Ну, конечно, наверное, этого мало. Но самое главное – это повышение уровня благосостояния людей, которые проживают на селе, увеличение уровня их дохода. От этого будут решаться все остальные вопросы. И мы, уверен, в таком ключе будем двигаться. Ну и что касается кадров, тоже одна из ключевых составляющих. У нас традиционно, еще со времен Советского Союза, мы уделяли всегда большое внимание кадрам. Ну а сейчас работа на селе, она становится все более интересной, это индустрия уже. Она требует специалистов высокого класса, высокой квалификации, причем разных уровней, и в области биологии, в области химии, значит, агрономы традиционные и так далее, в области генетики. И у нас вот генетика, например, область генетики вообще важнейшего направления, но она сейчас развивается как раз применительно и в интересах сельского хозяйства наиболее высокими темпами. Но это все, на мой взгляд, это очень интересно. И нужно, чтобы мы говорили об этом не только вот на мероприятиях подобного рода раз в год, а чтобы об этом говорили постоянно и создавали условия для молодых людей, которые бы приходили и с интересом работали в этом секторе экономики. Ну, государство со своей стороны все будет делать для того, чтобы и абитуриентов привлекать, нужных для этой отрасли, но производители должны делать то, что делают и в других отраслях производства, то есть создавать условия для того, чтобы целевым образом направлять людей на подготовку и в ходе подготовки уже смотреть, подбирать для себя кадры, обеспечивать их работу на предприятиях, их производственную практику. Вот все это вместе будем, безусловно, обеспечивать. Владимир Ильич, обещали журналисту маски. Да, уже снял маску, просто езжу в метро, как большинство, наверное, здесь. Князев Андрей, аргументы недели Узбекистан, на волонтерских началах. И руководитель студии юных и взрослых журналистов и блогеров «Мир молодых. Москва». Вопрос у меня... 45 лет в этом году будет, как я начал в журналистике, еще в Узбекистане начинал, последние 30 лет здесь. И вижу, что бумажная журналистика умирает. Может, такие блогеры, как Влад Бумага, помогут газетам, которые независимые, которые не зависят ни от государства, ни от бизнесменов, а только от читателей. Как вы считаете, что делать, чтобы хотя бы еженедельная бумажная пресса не умерла? Потому что блоги, какие сейчас есть, они не всегда умны и не всегда искренни и не всегда хороши. Это короткий вопрос. А второй вопрос я задавал многим чиновникам, в том числе госпоже Захаровой, пресс-секретарю министра иностранных дел. Она говорит, идите к Владимиру Владимировичу на прямую линию. Поэтому я добиваюсь. Это очень многие наши ученые и очень многие люди, которые видят будущее, говорят о том, что в течение 10-12 лет страны Европы, Япония, Америка
Америка, Соединенные Штаты и не только, и континент Америка могут уйти под воду или погибнуть. А люди-то останутся, они же к нам начнут проситься, Владимир Владимирович, а они против нас. Может быть, им это заранее рассказать об этом? Это, конечно, гипотетически, но ведь есть это, прогнозы есть. Я читаю, я очень много читаю, и газет в основном, а не всяких телеграм-каналов, врунишек и всех остальных. Вот два вопроса у меня к вам. Извините, что два. Помните, даже не знаю, вот говорить мне это или нет, но расскажу. Ну, знаете, этот известный анекдот, шуточку, да, когда за столом семья сидит, вот, и маленький мальчик говорит, вот кроссворд разгадывает, говорит, слово назовите из 3 букв. Мама ему бум ложкой по лбу. Он говорит, за что? Это же дом. Папаша берет жене, бум, о доме надо думать. О доме надо думать. Вот вы сейчас вот сказали по поводу того, что что-то будет, какие-то континенты будут уходить под воду, и надо бы подумать о том, что делать с этими людьми. О доме надо думать. Почему? Я же вас так внимательно слушал. Вы такой энергичный человек. Дайте мне договорить. Спасибо вам большое. Значит, я почему это говорю? Потому что те прогнозы, о которых вы сказали, это же не эфемерные подсчеты. Это делают серьезные ученые, которые говорят о том, что будет таять вечная мерзлота. И здесь огромные проблемы для окружающей среды, потому что отсюда идут эти, значит, выбросы в атмосферу больше, чем от всех автомобилей вместе взятых во всем мире. Значит, если они будут таять, то и прибрежные регионы Российской Федерации, они тоже могут оказаться под угрозой. Но, во-первых, у нас целые поселки, города на сваях стоят, которые вбиты в вечную мерзлоту. Там уже что-то потрескивает. Вот об этом мы должны думать. А наши прибрежные города, включая даже Петербург. Вы понимаете? Значит, мы дамбу-то мы построили, да? О чем мечтали еще со времен Петра Первого. Но надо думать, что дальше будет с прибрежными городами. О доме надо думать, прежде всего. Сейчас. Но если кто-то к нам будет переселяться, у нас 2,3% безработицы, она отсутствует. Мы говорим о трудовой миграции и возникающих в этой связи проблемах. Но вы правы, надо подумать и над этим. Если будет приток какой-то серьезный, надо думать, что с этим делать, где и как людей размещать. Но у нас мы самая большая страна по территории в мире. Но за Уральским хребтом у нас проживает, знаете, сколько человек? 12 миллионов, что ли? Ну, это что такое? И нам есть куда расселять людей. Но, в принципе, заранее надо подумать об социальной и прочей инфраструктуре и так далее, о правилах. На самом деле это не праздный вопрос. Так вы там с эпатажем это все излагаете, но на самом деле вопрос есть. Но повторяю еще раз, прежде всего нужно думать о проблемах, которые у нас в стране возникают. Теперь бумажная журналистика и помощь со стороны Влада Бумагина. Я думаю, что такие ребята, конечно, с удовольствием вас поддержат. Тем более, что речь идет в данном случае о бумажной журналистике. Но мне вот думается, что бумажная журналистика также будет иметь свое место в этом огромном меняющемся мире, так же, как и бумажная книга. Но есть же возможность полистать гаджет, да, и там все хорошим шрифтом, все изложено на разных языках. Я сам, честно говоря, иногда этим пользуюсь. Вот. Но взять в руки книгу – это другая история. И не только потому, что там картинки есть, хотя это тоже интересно посмотреть. И это тоже произведение искусства иногда, иллюстрация книжная. Это же произведение искусства. Вот. Поэтому и бумажная журналистика, вот взять в руки те же «Известия» там, или «Комсомолку», да, это же полистать, там, покопаться, в этом есть кайф какой-то, правда? А вот я надеюсь, что те, кто занимается бумажной журналистикой, тоже учтут это и будут вот этот интерес, наверняка имеющийся еще интерес у публики, сохранять. А самое-то главное, конечно, это контент, содержание. Потому что каким бы ни был носитель,
Самое главное, вот как Влад Бумага говорил, а что там внутри, содержание, вот это самое главное. Если у бумажного носителя будет достойный, интересный контент по сравнению с какой-то интернетной шелухой, она никуда не денется, она не умрет. Владимир Владимирович, давайте думать о доме, прежде всего, здоровом. Дело в том, что это одна из тех тем, которые чаще всего интересуют россиян. Если посмотреть на статистику, фактически второе место. Спрашивают и про нехватку врачей в поликлиниках, и нехватку зачастую лекарств некоторых. Предлагаю сейчас вывести по телефонной связи Ирину Юрьевну Сычеву из Нижнего Новгорода. Ирина Юрьевна, добрый день, ваш вопрос. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Сычева Ирина Юрьевна, я из Нижнего Новгорода. Обращаюсь к вам с просьбой обратить внимание на нашу бесплатную медицину. Вначале хочу выразить искреннюю благодарность за отремонтированные помещения поликлиник. Слава Богу, их приводят в божеский вид. Но в поликлиниках катастрофически не хватает узких специалистов и участковых терапевтов. Врачи уходят в платные клиники. А что делать нам, пенсионерам и малоимущим гражданам? Второй месяц я не могу записать отца к кардиологу, он после инфаркта. Врач принимает всего лишь 1 раз в неделю. Электронная запись отсутствует, так как врач не на полной ставке. За талоном нужно занимать очередь в 5-6 утра, стоять на улице. И не факт, что достанется талон. Очередь стоит на улице до 7 утра, то есть до открытия поликлиники. Многим пожилым людям такое испытание не под силу. Мы надеемся, что вы разберетесь в этом вопросе. Заранее спасибо большое. Да, Ирина Юрьевна, да? Да. Ирина Юрьевна. Да, Ирина Юрьевна, ну, вопросы медицины, я вижу их в разрезе всего комплекса вопросов. На втором месте, по-моему, стоят. Да, второе. Да, второе место. Это всегда очень важный вопрос. И во всех странах, кстати говоря. И в странах с так называемой развитой рыночной экономикой. И там даже сегодня, пожалуй, острее даже, чем у нас. Но что о них думать? О себе нужно. О доме надо думать, согласен. Поэтому спасибо, что вы отметили отремонтированную поликлинику, вот они сказали. Это значит, что все-таки что-то происходит. И у нас целая программа, сейчас скажу какая. Потому что главная проблема с кадрами – это проблема находится в первичном звене здравоохранения. У нас стационары есть, так, и там, известно, работают врачи и доктора. Вот там практически с кадрами вопроса нет. Но из этого, а в первичном звене есть, но из этого вытекает понятный вывод. Это прежде всего вопрос организации здравоохранения в регионах Российской Федерации. Вот если посмотреть на оборачиваемость коек в стационарах, то мы увидим, что они не целиком и не полностью в течение года заполнены. А в то же время в первичном звене здравоохранения, в поликлиниках, в районных больницах, там, где работают каждый день, там есть проблемы. И это задача местных органов власти в области здравоохранения – распределить нагрузку. Это первое. Второе связано с подготовкой кадров. Ну, мы привлекаем, стараемся, Министерство здравоохранения старается привлечь как можно больше абитуриентов, и этот процесс идет. Мы начали доплачивать сейчас в небольших населенных пунктах врачам там, и медсестрам 50, и, по-моему, там сколько, дай бог памяти, по-моему, 29 тысяч. И это тоже имеет значение. Мы видим впервые за предыдущие годы, там, по-моему, приток 17,5 тысяч специалистов. Но их все-таки не хватает. Итак, вернемся к организации здравоохранения, к тому, что необходимо это продолжить работу по укреплению первичного звена. И все это, безусловно, нужно делать гораздо большим, лучшим темпом, чем было до сих пор. Но не могу с этим не согласиться. Но в вашем конкретном случае, мне вот коллеги дадут, есть там у вас данные, да? Да. Мы постараемся, не постараемся, а точно совершенно поможем с вашим папой. Давайте продолжим тему медицины. Важная тема. По сравнению с прошлым годом количество обращений, вопросов о нехватке лекарств
в этом году стало меньше, но тем не менее они есть и касаются в основном получения льготных препаратов по рецептам. Например, пишет нам пенсионерка из Керчи: у меня онкология, выписали бесплатные лекарства. Последний раз получала их 3 месяца назад. Звонила на горячую линию в Симферополь, ответили, что лекарств нет. Сейчас вынуждена покупать их сама. Помогите разобраться. И речь не только о дорогостоящих препаратах. Также особенно заметна была ситуация с нехваткой в аптеках обычного физраствора. Физраствора. Да, и также люди, страдающие от сахарного диабета, они жалуются на перебои с получением инсулина. Вот, например, несколько сообщений. Рашида Гаюддинова пишет: в городе Нефтекамск уже 4 месяца не могу получить инсулин. Ранее получала в больнице, сейчас не выдают. В аптеке также купить не могу. Виталий Майоров, город Аткарск, Саратовская область. 50 лет, болею диабетом 1 типа. Такого плохого обеспечения именно инсулином и тест-полосками за все время не припомню. Владимир Владимирович, на каком этапе сейчас находится развитие отечественной фармакологии и как вы оцениваете обеспеченность населения основными препаратами для лечения онкологических и других острых заболеваний? Да, вопрос чрезвычайно важный, так же как и обеспеченность специалистами, врачами. Фарма – важнейшее направление нашей деятельности. Вы знаете, я работал, когда был председателем правительства Российской Федерации, это было в 2008 году. Вот мы тогда еще начали работу по развитию собственной фармацевтической промышленности. В 2008 году вот начали об этом говорить, начали создавать определенные программы. В 2009 году эти программы были сформулированы, но они по-разному назывались, но суть одна и та же. Развитие собственной фармацевтической промышленности. И я уж сейчас не помню, сколько мы тогда наметили денег, сколько вкладывали, но сама фарма развивалась в основном при поддержке и при помощи государства, при помощи, значит, федерального, как правило, федерального бюджета. Сегодня наши фармацевтические компании вот впервые уже, ну не впервые, вот сейчас вот уже в этот период времени последний начали вкладывать в развитие собственные ресурсы, и это достаточно большие вложения, исчисляющиеся десятками миллиардов рублей, там 40 миллиардов, что ли, вложить. Свои программы развития существуют. Создают, начали создавать на основе собственных молекул там, значит, собственные препараты, начали субстанции собственные создавать, чего у нас раньше не было. Мы начали производить сложные лекарства, в том числе для борьбы с онкологическими заболеваниями. В Питере это очень хорошо развивается. По инсулинам тоже. Значит, что касается тест-полосок и так далее, ну это просто, знаете, это просто такие вот сбои и недоработки в деятельности соответствующих ведомств и на местах. Деньги в целом на все эти препараты выделяются в полном объеме. Это вопрос организации торгов и своевременного принятия решений. И, конечно, я еще обязательно поговорю с коллегами и в правительстве, и в субъектах Российской Федерации. Нужно просто вовремя все делать и правильно ориентироваться в том, каковы потребности рынка, как они складываются. У нас программа развития фармы существует, она сейчас включена в проект технологического лидерства, там существует отдельное направление этой работы. И по препаратам, что касается жизненно важных и необходимых лекарств, то к 30 году мы должны выйти на 90% обеспечения собственными препаратами, а по медицинским изделиям на 40%. В целом эта работа двигается и двигается хорошим темпом. Ну, наверное, работа она огромная, и есть и вот эти сбои. Тоже дайте, пожалуйста, мы обязательно посмотрим. То есть не наверное, а точно они есть. Вы сказали про инсулины. И инсулинов у нас в целом достаточно всегда было. Физраствор – это вообще ерунда. Но я знаю, я стараюсь следить, разумеется, за этим.
Что касается этих физрастворов, то там дело не в физрастворах, а в упаковках. А просто своевременно два ведомства, Министерство промышленности и торговли и Минздрав своевременно не приняли решение по ценам на эту упаковку. Значит, и для производителей стоимость, которая предлагалась, стала убыточной. Дошли до того, что начали закупать эту упаковку за границей. Но на сегодняшний день все решения приняты, но очень надеюсь на то, что этих сбоев не будет. Но по этому конкретному случаю посмотрим, конечно. Спасибо. Дмитрий Сергеевич, передаем эстафету. Спасибо. Давайте пойдем в зал. Ну, вы знаете, мы так далеко не уедем. Ну, давайте, пожалуйста. Ну, давайте так все-таки не будем делать. Не, ну так мы сейчас наступит хаос тогда, и мы с ним не справимся, понимаете? Не справимся. Пожалуйста. Благодарю вас. Простите. Ксения Аксенова, телеканал «Спас». Задам вопросы, которые объединены фразой человека, которого, как я знаю, вы очень уважаете, и которого любит вся русская церковь. Это духовник нашего патриарха, старец Илий Ноздрин. В начале спецоперации он назвал 3 условия для победы. Запретить аборты, запретить матерную брань и похоронить тело Ленина. Вот 3 вопроса по этим 3 пунктам. Первое. Аборты. Наш патриарх из года в год говорит о выведении абортов из ОМС, потому что это не медицинская процедура, и она не лечит, а только калечит. И лидеры традиционных религий России в этом поддерживают нашего патриарха. Скажите, будет ли это сделано? Второе. Про мат вы недавно исчерпывающе высказались, что это антимолитва и призывание темных сил. Вот чтобы не повторяться про мат, спрошу конкретно про темные силы. Ведь Россия сейчас переживает бум эзотерики, оккультизма, гаданий, доступной порнографии. И на экстрасенсов люди сейчас тратят больше денег, чем на врачей. Порно-сайты сейчас самые посещаемые в нашей стране. Скажите, будут ли какие-то меры для ограничения этих, очевидно, опасных видов деятельности? Ну и третье, про захоронение тела Ленина. Я сейчас говорю не об оценке его деятельности, вы ее не раз давали, а конкретно о выполнении воли его и его семьи, и о том, что все же забальзамированное тело в мавзолее – это абсолютно языческий и богопротивный обычай. Скажите, пожалуйста, что же мешает предать тело Ленина земле? Спасибо. Значит, вопросы явно не для расширенной пресс-конференции и не для прямой линии. Они все являются чрезвычайно чувствительными и острыми. Что касается абортов, то, конечно, мы здесь должны думать на тему о том, чтобы и религиозные убеждения, садитесь, пожалуйста, религиозные убеждения не страдали, и мы решали бы вопросы, связанные с демографией, но в то же время мы должны подумать об уровне благосостояния российских семей с детьми и о их будущем. Значит, и о праве женщины принимать какие-то решения. Это тонкий вопрос, который в ходе пресс-конференции не решается. Так же, как и порно-сайты и так далее. Значит, вот видите, кто-то недоволен тем, что замедляется YouTube. Здесь и так можно, и так поговорить. В нашей стране. Да порно-сайты смотрят, по-моему, во всем мире. И сначала порно-сайты, а потом как котлету заказать, понимаете? Во всем мире. Это же не только наша беда. Это беда и многих других стран. Ответ может быть какой? И вообще любые запреты, они имеют право на существование. Но нужно всегда предложить альтернативу. Более интересную, чем порно-сайты. Вот так, чтобы человек залез бы туда и открыл порно-сайт, сказал, ну, слушайте, это я уже видел. А мне хочется вот посмотреть что-то другое. Чтобы захватывало человека, понимаете? Вот. То же самое касается захоронения тела Ленина. Ну, когда-то, наверное, общество к этому подойдет. Но сегодня, особенно сегодня в России, мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество. Вот я из этого исхожу. Но в целом Илья, конечно, прав. Я его люблю и слушаю всегда, что он говорит. Я знаю, он мне об этом говорил.
Так, может, в тот сектор пойдем? Знаете, вот давайте. там Колесников есть, который Колесников. забыт мной, если можно. Да, пожалуйста, Андрей. Добрый день, Андрей Колесников, газета «Коммерсант». Добрый день. Владимир Владимирович, прошли почти 3 года войны. Все мы очень изменились за это время. Война всех изменила, каждого. А что изменилось в вас? Что-то вы поняли про себя? И вот еще один вопрос, если Дмитрий Сергеевич не против, просто никто не спрашивает, уже не спросит, а любопытно. Некоторое время назад, как известно, президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, который был осужден за ложные показания при покупке оружия. Все высказались, такое ощущение на этот счет, было большое оживление, вы как-то промолчали. Может, я не знаю, вам нечего по этому поводу сказать. Как вам такое вообще? Спасибо. Иногда говорят молчание золота. Лучше промолчать. Что касается того, что... Спасибо вам за этот вопрос, кстати говоря. Что касается того, что Байден помиловал своего сына, хотя обещал этого не делать. Такая тонкая вещь тоже. У нас есть в истории нашей страны есть и другие примеры. Всем хорошо известна картина, значит, Иван Грозный и сын его Иван. Мы все знаем, это легенда или нет, так же, как легенда или нет, то, что произошло с сыном Петра I, с Алексеем. Но, или, значит, или со Сталиным. Это не легенда. Так? Когда Сталин отказался от предложения поменять его сына Якова, находившегося в плену, на фельдмаршала Паулюса. Сказал, что я солдата на маршала не меняю. Вы понимаете, это вот решение человека. Но тогда ведь ситуация была какая? У нас даже сдача в плен считалась предательством. Почему? И можно что угодно по этому поводу говорить. Тогда просто страна стояла не перед возможным поражением, а перед возможным тотальным уничтожением не только страны, но и всего нашего народа. И тогда речь шла о выживании этноса, нации. И меры борьбы за победу были жесткими, если не жестокими. И вот, учитывая вот этот настрой в обществе, который, видимо, поддерживалось и главой государства Сталиным, оно не дало ему возможности, значит, спасти своего сына. Он сказал то, что сказал, и сделал то, что сделал. Как известно, его сына казнили в лагере. А Паулюса использовали на Нюрнбергском процессе. Он, когда вошел в зал, все ахнули, никто не ожидал его там увидеть. Но что касается Байдена, то знаете, здесь всегда ведь он политик. И всегда важно, что в тебе больше, политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека. Я бы не осуждал его за это. Там была первая часть вопроса у Андрея Колесникова по поводу 3 лет спецоперации, да, и прохождения боевых действий. Как вы изменились за последние 3 года? Вы знаете, мы все меняемся. Меняемся каждый день, каждый час. Я думаю, что и все присутствующие в зале, и те, кто нас слушают и видят, тоже меняются. Так жизнь, все течет, все меняется. Но эти 3 года, они, конечно, 2 с лишним, они, конечно, были серьезным испытанием для всех нас, для всей страны и для меня. Что, вы знаете, я вот скажу откровенно, мы сейчас и шутим, и здесь и смех в зале раздается. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться. Но и есть еще одно обстоятельство. Я, конечно, стал
совершенствовать, как я думаю, имеющиеся у меня навыки, хотя бы так назовем, в поиске ключевых вопросов и в возможностях сосредоточить внимание и силы на их решении. Продолжаем. Давайте в диаметрально противоположный сектор пойдем. Я вижу РБК. РБК, пожалуйста. Дайте микрофон туда. Спасибо. Добрый день, Полина Химшашвили, РБК. Буквально в продолжение прозвучавшего вопроса вы сказали, что стали меньше смеяться, улыбаться. Если бы можно было вернуться в февраль 2022 года, не изменили ли бы вы свое решение? Ну, такой гипотетический вопрос. Если бы можно вернуться... Вы знаете, если бы можно было посмотреть на ситуацию, конечно, зная то, что сейчас происходит, на ситуацию в 2022 году, о чем бы я подумал, это о том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, его нужно было бы принимать раньше. Это первое. И второе. Зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО. Ведь и крымские события, они просто были спонтанны. И события 22 года мы тоже начали без всякой особой подготовки к ним. Но почему начали? А потому что дальше уже невозможно было стоять на месте и терпеть, и ждать, пока ситуация для нас ухудшится. Вот в чем все дело. Ведь киевские власти объявили о том, что они не будут исполнять Минских соглашений. Прямо об этом сказали. Заявили свои претензии на какое-то оружие массового уничтожения. Мы увидели, что нас обманули по поводу Минских соглашений. 8 лет продолжается там война и бойня, уничтожение людей на Донбассе. Ничего не происходит, отказались от Минских соглашений. И более того, мы увидели, что началось просто военное освоение этих территорий с параллельным уничтожением всего, что связано с Россией. Просто дальше невозможно было оставаться в том состоянии, в котором мы находились. Вынудили нас к этим действиям. А если бы знать, что произойдет заранее, надо было бы, конечно, проводить системную такую серьезную подготовку. Вот на это бы, я бы это и имел в виду. Дорогие друзья, мы уже работаем 4 часа. Вот давайте 4 часа. Позволим коллегам. Вот что такое? Ура, ура. Вот, да, женщина, встаньте, пожалуйста. Да, пожалуйста. Что да. Это? Дайте, пожалуйста, микрофон. Спасибо, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Екатерина Лазарева, агентство «Урару». Вы вот сегодня уже упоминали европейских лидеров, американского лидера, нового и действующего упоминали. У меня вопрос вот какой. В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие победы в Великой Отечественной войне. И я знаю, что вы уже приглашаете лидеров разных стран, вот в то же время, если мы вспомним юбилей высадки союзников в Нормандии в этом году отмечался. Франция нас не пригласила. Будут памятные мероприятия в Освенциме в январе 2025 года. Тоже, насколько знаю, нас не приглашают. Отправляли ли вы приглашение нашим союзникам по антигитлеровской коалиции на юбилей Победы в 2025 году, чтобы они приехали в Москву? И вообще для вас важно то, чтобы кто-то из них или лидеры США, Великобритании, может быть, Франции приехали в Москву или хотя бы представители этих стран? Спасибо. Во-первых, что касается приглашения нас, куда бы то ни было, мы никуда не стремимся. Во-первых, нам дома хорошо, надо укреплять себя самих, это первое. И в этом весь смысл нашей работы. Первое. Второе. Мы никогда не забудем о тех жертвах, которые были принесены нашим народом на алтарь победы над нацизмом. Вот это самое главное, чтобы мы этого не забывали. А то, что пытаются это забыть в других странах, это естественно для них, для сегодняшних руководителей, потому что они на этом, для них это линия атаки на Россию в целом. Как бы забыть, сдвинуть, не вспоминать, но это их дело.
мы будем рады видеть всех, кто пожелает к нам приехать для того, чтобы отметить эту знаменательную дату. Я хоть и подписываю какие-то приглашения, но в целом этим занимается Министерство иностранных дел. И моя позиция в том, что мы вообще открыты для всех, кто хочет быть с нами в эти дни в Москве и отмечать эту дату. Мы будем рады всех видеть, в том числе и участников антигитлеровской коалиции, которые и участники этой коалиции внесли свой заметный вклад в решение в решение вопроса победы над нацизмом. И Соединенные Штаты, и Великобритания с ее северными конвоями. И там тоже были героические люди, мы их любим, уважаем. Еще, по-моему, ветераны остались там в живых. Они действовали действительно героически, моряки Великобритании. Ну и при высадке во Франции, на севере Франции, американцы воевали. Правда, их участие несопоставимо, их потери несопоставимы с потерями советского народа в Великой Отечественной войне. У нас 27 миллионов, а там сколько в США? 500 тысяч погибло, да? В Великобритании и того меньше, там 400 тысяч, по-моему, нет. Хотя в Первую мировую, по-моему, 1,5 миллиона они потеряли. Поэтому вклад в победу, конечно, разный, но их участие дорогого стоило, хотя бы потому, что они были вместе с нами, они нас поддерживали по ленд-лизу. Мы, правда, за это заплатили целиком полностью. Когда я стал президентом, мы полностью рассчитались даже по ленд-лизу. Американцы с нас эту денежку сняли, понимаете? Мы полностью отдали. Несмотря на то, что столько лет прошло, да? Но мы, тем не менее, ценим вклад союзников в общую борьбу и будем рады видеть всех, кто захочет с нами разделить радость победы. Владимир Владимирович, у нас еще много вопросов, в том числе и личных. Давайте мы в зале спросим еще что-то. Давайте. Только без шума, пожалуйста, без шума, ладно? А то закончим, ладно? Да. Давайте Ямал, там поднимитесь, Ямал. Что там по Ямалу? Владимир Владимирович, здравствуйте. Ямал Медиа, Жижин Андрей. Западные страны ввели больше 20 тысяч различных санкций против... 40 уже, по-моему. 40 тысяч? Да. Но я, честно говоря, не считаю. Но особенно им не дает покоя наше поступательное развитие в Арктике. Дошло до того, что они открыто заявляют, что их цель уничтожить, даже убить СПГ-проекты в Арктике. Ну, это производство сжиженного природного газа. Чего они так боятся, как вы считаете? Удается ли им как-то повлиять на наши темпы развития в Арктике? И как будем отвечать? Да. Чего они боятся? Конкуренции боятся. И используют средства политической борьбы для недобросовестной конкуренции. Ну, известная компания «Новотек», она не является лидером, да, значит, в других странах, в том числе в Штатах, производят этого СПГ больше, но мы растем. Но стараются помешать нам расти. Это средство недобросовестное, средство сдерживания конкуренции. Ну, абсолютно. И это плохо, в конце концов, и для них, потому что если они такими способами будут бороться с конкуренцией, а не экономическими способами, они утратят сами конкурентоспособность. Когда-нибудь, да, это не будет завтра, но когда-нибудь это произойдет, если это будет продолжаться. Мешают они нам или нет? Мешают. Создают проблемы? Создают. Смогут они все это закрыть, нас там убить окончательно? Нет, не смогут. Они нанесут нам какой-то ущерб и вред, но, безусловно, из этой ситуации, так же, как и из других ситуаций, при поставках энергоносителей выйдем. Тем более, что потребности в энергоносителях с точки зрения развития мировой экономики, они все равно продолжаются. Потребность растет, она будет расти. Это не наши данные, это данные мировых институтов экономических. И просто этот продукт будет востребован на мировых рынках. Мы будем продолжать это делать и будем увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ. Кстати говоря, и по поставкам трубного газа тоже вот Украина отказалась от продления контракта, транзитного контракта. Но это же не мы отказались, это Украина отказывается.
Украина отказалась от продления контракта. Хотя получала, значит, от нас там где-то 700-800 миллионов долларов по году за контракт. Значит, сейчас возникают вопросы, что с этим делать. Но это не наша проблема. Это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям. С одной стороны, клюет у них с руки, потому что только при поддержке со стороны Запада, в том числе из Европы, она может существовать, не только воевать, существовать. И в то же время создает им проблемы, перекрывая поставки нашего относительно дешевого газа в Европу. Этого контракта не будет, уже все ясно. Ну, значит, хорошо. А мы переживем, «Газпром» это переживет. Кстати говоря, вот знаете, что совсем недавно мне наши спецслужбы доложили о том, что в Словакии, по-моему, задержаны диверсанты. Причем это ясно, что украинские диверсанты с картами расположения объектов газовой энергетики в Словакии. И, конечно, мне только буквально там вчера-позавчера об этом доложили. Все-таки я попрошу, по партнерским каналам связи сохраняются, да, чтобы запросили все-таки своих коллег, наши спецслужбы, что же это все-таки такое. Видите, мало того, что у нас теракты совершают, теперь и в европейские страны. Повторяю еще раз, кормятся с руки, клюют с руки и уже перешли к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор, наш, развитие сотрудничества, и мы будем добиваться своих целей. Космос, давайте. Сейчас, спокойно, пожалуйста, спокойно. И BBC, я вижу сейчас. Сейчас вы получите возможность на нас напасть. Давайте. Вы все время на нас нападаете, мы только защищаемся. Спасибо. И на самом деле я собственный корреспондент русской службы государственного телевидения Китая здесь, в Москве. Просто слово «космос», очень оно похоже на наших китайцев, очень похоже. Мне всегда это говорят. Я почувствовал. Вот. Но мы работаем здесь, в России. Я гражданин России, вот, хотя и считаюсь иностранным журналистом. Можно начну с вопроса все-таки от гостелевидения Китая, от CGTN, потому что все-таки благодаря им я сюда попал. Второй год уже работаем здесь. Вопрос один. Итоги года программа сегодня называется. И вы в течение года говорили о том, что китайские мирные инициативы, они одни из самых, ну, наверное, не помню точную формулировку, но вы говорили, что они более реальные, чем все остальные, которые предлагают страны-посредники. Вот если отбросить все, мы все помним и слышали, да, заявление о том, что Запад исчерпал лимит доверия, Россия была обманута, да, европейскими лидерами, они сами это признавали. Вот если говорить по конкретике, и вот господин Трамп говорит о том, что его помощник Кит Келлог говорит о том, что можно закончить войну даже до инаугурации 20 января. Вот если вдруг, ну, мы не говорим про вступление, там, не вступление в НАТО той или иной страны, просто остановить огонь любой, вот в какой-то, там, в 1 минуту времени. Такое возможно? Готова ли Россия пойти хотя бы на такой простой шаг, если европейским партнерам удастся, американским партнерам удастся уговорить Киев, потому что, ну, действительно весь мир устал от украинского кризиса, и люди в России тоже, мне кажется, уже хотят мира, и такой простой шаг, никто ничем не рискует, просто в один момент остановиться там, где есть. Если кто-то не выполнит, никто, да, ну, не выполнит обещание, не сдержит обещание, то, в принципе, все может и продолжиться. Никто ничего не теряет. Просто стоп вот в какой-то в один момент. И второй, можно вопрос сразу? Так как это все-таки совмещенный формат, я живу в Королеве, и хотел бы вас попросить обратить внимание на самый большой наукоград в России, потому что у нас, честно говоря, много вопросов у жителей Королева. Сейчас в центре Хрунчева строится Национальный космический центр. Многие жители Королева, а это 250 000 людей, жителей Московской области, пока недоумевают, остаемся мы космической столицей исторически, где работал Королев, ведущие конструкторы, или все-таки нет? Нам нужна в городе, например, на территории домостроительного комбината, который сейчас пытаются там делить эту территорию, может быть особая экономическая зона, потому что городу нужен какой-то импульс, нужно вернуть Королеву в звание исторической космической столицы страны, потому что, ну, продолжает работать РКК «Энергия» и так далее, и так далее. Простите за длинный вопрос, но
И для этого как раз в городе нужен въезд третий. Все очень просят, потому что пробки по 4 часа. Мы сейчас здесь закончим и поедем стоять в этой прекрасной пресловутой пробке 3,5 часа. Нужна эстакада. Очень много... Там у нас проблемы немножко с демократией в городе. Чуть-чуть, простите. Я просто накипела. Вот. Знаете, вы как-то два амплуа сразу объединили. И гражданина, и журналист. И прямая линия, и пресс-конференция. Раз пришел. Ну, в общем, да. Третий въезд в Королев, это просто... Вы даже ездили по этой эстакаде сам, лично. Вот нужен третий въезд в Королев, потому что, ну, мы все, мы тонем. Мы не можем стоять в этих пробках. Я думаю, что весь Королев сейчас просто хлопает и аплодирует, потому что если вы это сможете решить, то мы будем очень счастливы. Спасибо огромное, коллеги, извините. Вот ваш работодатель вас не похвалит за вторую часть вашего вопроса. Он вас не для этого сюда присылал. Но вы правильно поняли мой посыл. О дом не надо думать. Это совершенно верно. Значит, и там обсуждался вопрос въезде в Королев. Это я просто знаю по прежним нашим разговорам по поводу развития Королева, как именно космической столицы. Значит, у нас в Москве прямо будет строиться, и уже строится это очередной центр, очень важный центр с точки зрения развития космической отрасли. Но Королев – это известный, признанный центр. Я сейчас не буду тогда вдаваться в детали, но Королев как наукоград, безусловно, заслуживает должного внимания. Обязательно с коллегами поговорю и в области Московской, и с теми, кто занимается авиацией и космосом. Там есть разные планы. И идея создания особой экономической зоны, она имеет под собой определенные основания. Сейчас тоже не буду говорить окончательного решения, но точно совершенно над этим можно и нужно подумать. Вообще подумать на тему о том, как использовать потенциал Королева. Здесь вы правы абсолютно. Это первое. Второе, что касается мирных инициатив Китайской Народной Республики. Это и мирные инициативы Бразилии, Южноафриканской Республики ЮАР. Почему мы обратили на это внимание? Потому что это искренняя попытка поиска решения. На наш взгляд, эта попытка является такой сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон. Ни Украине, ни России. Поэтому и делается это такими нейтральными странами, которые не вмешиваются в конфликт, как, например, делают это западные государства, которые фактически воюют с нами руками украинцев. Поэтому то, что они предлагают, это, конечно, надо 100 раз подумать, потому что это фактически воюющая сторона. Теперь можно ли остановить вот прямо сейчас боевые действия? Вы понимаете, в чем дело? Я же говорил об этом, что происходит. Происходит истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и, что самое главное, личного состава со стороны украинских вооруженных сил. Истощение. Что вот реально на поле боя мы видим сегодня? Вот наша армия идет вперед. Противник не может закрепиться на тех позициях, на которые он отошел в данный день, в данную минуту времени. Он отошел организованно, но закрепиться там не может. Наши ребята завтра опять идут. И так дальше, и дальше, и дальше. Стоит остановиться на неделю, это значит дать противнику возможность закрепиться на этих позициях. Дать возможность передохнуть и получить необходимое оборудование, боеприпасы, что очень важно с точки зрения подготовки личного состава. Это даст возможность, не так, как вот сегодня. Они людей набирают с улиц, как я уже говорил на Минобороне, так как бродячих собак хватают, но собак бродячих хотя бы привозят в садки гостиницы условно, для бродячих животных, а потом стараются их раздать по семьям. А здесь просто под пули бросают. Нет времени на подготовку. И наши ребята фиксируют это на поле боя. Подготовка совсем не та. Это не советская школа по подготовке военнослужащих.
Это другая история. Даже те, кто проходит подготовку в западных странах, не тянут по сравнению с советской школой. Не тянут. Потому что сами это те, кто готовят, никогда не воевали. Они сами ничего не умеют. Вот чему они учат. Итак, длительный период относительный перемирия, он даст возможность противнику заняться этим. Подготовкой и переподготовкой, укрепления личного состава. В некоторых батальонах украинской армии там 35% личного состава, 40%. Батальон есть, а личного состава внутри нет. Вы хотите дать им возможность, значит, переукомплектоваться? Значит, нам нужен не перемирие, нам нужен мир долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Это сложный вопрос, как обеспечить эти гарантии. Но в целом можно поискать. Но что касается краткосрочных перемирий, вот с этим предложением обратился ко мне премьер-министр Венгрии господин Орбан. Он мне так и сказал. Ну, я думаю, что Виктор не будет на меня сердиться, если я раскрою хотя бы часть нашего разговора. Он говорит, ну чего это с вами стоит? Чего это вам стоит? На день, на два. Это же пасхальное, рождественское перемирие. Но ничего противник за эти 2-3 дня сделать не сможет. Я сказал, ну да, наверное, это так. Но вы сначала поговорите с украинской стороной. Мы минимум 3 раза соглашались на мероприятия подобного рода и по судоходству в Черном море, и по энергетической инфраструктуре, там, и так далее, и так далее. Эрдоган мне предлагал. Вот спросите у вашего президента. Так и было. Он мне, как посредник, предлагал. Я говорю, я должен подумать. Потом на следующий день, через день, он звонил, говорит, согласны. И вдруг раз, глава режима украинского объявляет, никаких переговоров, никакого перемирия. Потом я ему звоню, Эрдоган, и говорю, ну чего? Он говорит, ну вот такие у нас партнеры. Я говорю, ну ладно. Теперь я Орбана спросил. Он предложил и перемирие рождественское, он предложил и обмен пленными. Я не отказался, ничего. Я сказал, в принципе, надо подумать. Вы у них спросите. Он спросил. На следующий день глава режима заявил, что никакого перемирия, никакого обмена пленными не будет. Вот это ответ на ваш вопрос. Мы в эфире уже больше 4 часов. Да, будем заканчивать. Да, BBC я обещал, да, пожалуйста. Они обещали напасть. Да, вы обещали напасть. Но они без обещаний с удовольствием это делают. У меня работа такая, они же деньги получают. Стив Розенберг, BBC News. Ровно 25 лет назад Борис Николаевич Ельцин ушел в отставку, передал вам власть и сказал вам, берегите Россию. Вот спустя 25 лет, вот как вы считаете, вы уберегли Россию? Потому что со стороны, что мы видим? Мы видим значительные потери в так называемой СВО, которую вы объявили. Мы видим украинских солдат, которые в Курской области. Вы критикуете расширение НАТО, но стало больше НАТО, да, на рубежах России, Швеции, Финляндии. Санкции, высокая инфляция, демографические проблемы. Но вот как вы считаете, вы уберегли свою страну? Да, я считаю, что не просто уберег, я считаю, что мы отошли от края пропасти. Потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полному, фактически тотальному, полной тотальной утрате нашего суверенитета. А без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может. Обращаю ваше внимание на то, что вы сказали в отношении Бориса Николаевича Ельцина. Все было как бы хорошо. Его покровительственно хлопали по плечу. Не замечали даже, когда он немножко прикладывался к рюмочке. Он был очень приятен во всех западных кругах. Как только он поднял голос в защиту Югославии, как только он сказал о том, что это противоречит международному праву и уставу ООН, как только он сказал, что это недопустимо
в современной Европе наносить удары по Белграду, по столице европейского государства без санкций Совета Безопасности ООН, его тут же начали, значит, преследовать, тут же начали его обзывать, он такой, раз такой, алкаш и прочее, прочее. Разве вы этого не помните? И я сделал все для того, чтобы Россия была самостоятельной, суверенной державой, которая в состоянии принимать решения в своих интересах, а не в интересах тех стран, которые подтаскивали ее к себе, похлопывая ее по плечу, для того, чтобы использовать в своих целях. Вот, в принципе, на этом можно было бы ограничиться. Я понимаю, что вы сейчас весь набор там изложили, который как бы подкрепляет ваши тезисы. Сказали об инфляции. Да, инфляция есть. Значит, мы будем с этим бороться. Но у нас есть и темпы экономического роста. Мы заняли 4-е место в мире по паритету покупательной способности. Это, пожалуйста, сообщите вашим читателям. 1-е место в Европе, далеко оставив позади Великобританию. Великобритания, по-моему, в 5-ку даже не входит. Но мы готовы работать с Великобританией, если Великобритания хочет работать с нами. Но если этого не произойдет, не надо, мы справимся и без наших прежних союзников по антигитлеровской коалиции. Владимир Владимирович, вопросов от россиян много, в том числе и личных. Времени мало, так что предлагаю также в режиме блица. Уже Саша. 4,5 часа. Да, ну будем заканчивать. У вас есть мечта? Не государственного характера, а личная. О чем вы мечтаете? Есть, конечно, но это же личная мечта. Можно я оставлю ее про себя? Из соцсетей вопрос. Александр Апухова спрашивает. Вы счастливый человек? Вы считаете, что это вопрос для блица? Это я должен вам ответить да или нет. Ну, как я вам скажу? Да или нет. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что всем хорошо известно, я ведь родился в простой такой рабочей семье. У нас в роду там мои предки форсировали Дунай еще в 19 веке. И из архива мне принесли бумагу, где один из моих предков награжден Георгиевским крестом, одним из первых Георгиевских крестов. Потом отец мой, все мои родственники и по линии мамы, по линии отца воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Очень много погибших. Очень. Я не знаю, каждый второй, наверное, погиб. Вот отец был инвалидом Великой Отечественной войны. И, конечно, я сам служил в органах внешней разведки. Всегда моя работа была сопряжена со служением Отечеству. И, конечно, то, что люди, граждане России, уже не в первый раз доверили мне возглавить государство российское, это огромная честь и огромная ответственность. И, в принципе, можно было бы сказать, и все, я счастлив, и спасибо. Но можно было бы, знаете, сказать, побойся Бога. Что может быть больше? Но вы знаете, дело в том, что это счастье не может быть полным до тех пор, пока ребята наши не вернутся с фронта, пока их не встретят их матери и жены, не обнимут их дети, пока молодые наши люди, девушки, юноши не будут создавать нужное количество нам для страны, для России семей и заводить детей. Вот я, знаете, очень хочу, чтобы наши ученые, деятели искусства, культуры реализовали свои планы. Только тогда можно, наверное, будет сказать, что я счастлив. Есть вопрос из Петербурга. Почему вас обзывают разные иностранцы, а вы молчите? Это зависит от уровня культуры. Я уже говорил когда-то, кто как обзывается, тот так и называется. Да. Делается это, на мой взгляд, от бессилия. А нам зачем нам демонстрировать это бессилие? У нас достаточно аргументов, чтобы четко и ясно излагать свою позицию. СМС из Ставропольского края. Есть ли у вас какая-либо обязанность, которую вы ненавидите? Нет. Потому что, вы знаете, если уж люди мне доверили
осуществлять функции президента страны, есть определенные обязанности, я настраиваю себя на то, что я должен исполнять их достойно, во всяком случае с полной отдачей. Но я знаю, что если я возьму практику чего-то ненавидеть, не любить из того, что входит в мои служебные обязанности, то нужного результата достигнуто не будет. Поэтому я так себя давно выстроил на то, что все, что я должен делать с удовольствием. Вопрос из Нижегородской области. Чей портрет висит у вас в кабинете? У меня нет портрета в кабинете. У меня есть в одном кабинете икона, а во втором, еще в одном кабинете стоит бюст Ломоносова. Еще СМС из Москвы. А смогли бы дать политическое убежище Зеленскому? Оно ведь ему скоро понадобится. Я не знаю, я не думаю, что понадобится. Я думаю, что вполне вероятно, я не знаю, как он будет поступать, но вполне вероятно, что он, так же, как и некоторые люди там, из высшего политического руководства Украины, они выехали за рубеж. И вполне вероятно, что он уедет, но его возьмут на содержание те люди, интересы которых он сегодня обслуживает. Но если бы он, извините, так вот вдруг неожиданно, как черт из табакерки появился где-то и сказал, что мне нужна политическое убежище, ну, Россия никому не отказывает. Вопрос от Татьяны Костюченко. Что для вас Россия? Это такой комплексный вопрос. Вы знаете, Россия – это, конечно, вот карта напротив. Видите, это, прежде всего, как любая страна, это огромная территория. Но это не только территория, это история, культура, это наши обычаи и традиции. Это все в России. Но все-таки самое главное – это люди. И вы знаете, на чем я себя ловлю иногда, особенно в последнее время? Я когда смотрю что-то, вот я редко смотрю телевизор, там времени нет, в интернете почти не бываю. Но когда смотрю, и вот смотрю на достижения, на успехи наших людей. Вот сейчас чемпионат мира был по плаванию. Выходили ребята, вот торс вот такой. Ребята здоровые, мощные, уверенные в себе. Чемпионы мира, девочки красивые. Да? Значит, смотрю на мальчишек и девчонок, которые добиваются успехов на международных олимпиадах. Смотрю на наших ученых молодых, вот, с которыми недавно встречался. Вот я вам честное слово говорю, я смотрю и радуюсь этому, как радовался бы успехам членов своей семьи. Вот без всякого преувеличения. Вот смотрю и радуюсь, как будто это мои близкие люди. Поэтому я на Россию смотрю, как на семью. Владимир Владимирович, больше 4,5 часов. Нас смотрят миллионы зрителей. Мы ответили на много вопросов. Понятно, что еще намного предстоит. В завершении, что бы вы еще хотели сказать гражданам нашей страны? Вот я сказал сейчас про то, что отношусь к России как к своей семье. И в этой связи, наверное, вот что. Мы с вами работаем, беседуем накануне очень светлых праздников и Нового года, и Рождества Христова. Я разговариваю со многими представителями разных конфессий, и они мне все говорят, что мы же Рождество все отмечаем, так же, как наши соседи отмечают Курбан-Байрам там, и так далее. Вот, или Песах отмечают тоже. Вот, поэтому, вы знаете, вот я когда встречаюсь с представителями конфессий, да, я их часто спрашиваю, а вот вам люди, когда общаются так, на таком бытовом уровне, вам чаще всего о чем говорят, о чем сожалеют? Это речь идет не о тайне исповеди, конечно, но все-таки. Вы знаете, что отвечают? Сожалеют о чем? Слишком мало уделял внимания детям. Вот в преддверии Нового года, это семейный праздник, и тем более Рождества, хотел бы пожелать, чтобы больше уделяли внимания своим близким. И хочу всем пожелать успеха, счастья и благополучия. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.